Добро пожаловать на передачу «Новая земля» – пробуждение к своей жизненной цели, всемирное веб-мероприятие. Программа «Новая земля» частично спонсирована наличием и витаминами в жидких капсулах, новейший способ для поддержания вашей силы. Сегодня вечером мы здесь с вами с особой двухчасовой финальной серией вебкаста «Новая земля». На протяжении 10 недель мы все встречались каждый понедельник вечером для нашей всемирной беседы. Это было действительно особенное мероприятие. Всемирная беседа о сознании от Соединенного Королевства до Гонконга, от России до всех 50 штатов здесь, в Америке. Я просто еще раз хочу поблагодарить каждого из вас за помощь нам в создании Новой Земли здесь, с Экхартом Толле и со мной. Многие из вас написали, что хотели бы, чтобы наши беседы продолжались, так что начиная со следующего понедельника, 12 мая, надеюсь, вы присоединитесь ко мне, чтобы начать мои вебкасты серии души здесь на opra.com. Впервые мы будем транслировать записи моего шоу на радио XM. Многие из вас не знают, что у меня есть радиошоу. Да, у меня есть дневная работа, ночная работа, еще работа посередине. Там я говорю с духовными учителями, уже занимаюсь этим достаточно долгое время, с духовными учителями, учеными, мыслителями на мою любимую тему «Эволюция наших душ». Так что оставьте свободное время по вечерам понедельников для opra.com. Вы можете начать скачивать со следующего понедельника. Сегодня последняя 10 глава «Новой земли». Перед тем, как начать, мы пойдем в тишину. Да? Хотите повести нас в тишину, сэр? Момент тишины. Теперь, как вы знаете, вам необходимо на что-то направить свое внимание, чтобы найти тишину. Внимание должно переместиться из измерения думания. Мы уже практиковались в прошлом, направляя свое внимание на внутренние ощущения жизненности в теле. Мы также, как мне кажется, направляли внимание на дыхание и также на чувственное восприятие, на нечто, что мы можем слышать или видеть вовне. В этот раз мы пойдем на шаг дальше, и я предлагаю, это немного более тонко, в то время как мы войдем в момент тишины, направить наше внимание на тот факт, что мы осознаны. Другими словами, мы начинаем осознавать, что в нас есть свет, фигурально выражая свет, присутствие, пространство осознанности. Это чистое внимание. Итак, вместо того, чтобы осознавать что-то, свое дыхание, внутреннее тело, чувственное восприятие, просто осознаем, что мы осознаны. Вы ощущаете свое собственное присутствие и становитесь тишиной. Осознаем, что мы осознаны, и станем тишиной. Это было прекрасно. Мне кажется, даже наш режиссер Дин стал осознанным. Не так ли, Дин? Темы 10 главы — это истинная кульминация, я думаю, всей нашей работы. Как привнести сознание в каждый момент и каждое действие нашей жизни. И в процессе этого узнать, что мы гораздо величественнее, чем что-либо, что мы могли себе представить о самих себе. Итак, мы начинаем. Вы рассказываете короткую историю о вашей жизни на странице 282. Процесс проявления мира, так же как и процесс его возвращения в непроявленное состояние, это расширение и сжатие. На предыдущей странице вы говорите о расширении Земли, что Вселенная в действительности расширяется и сжимается. Это два направления движения Вселенной находят свое отражение во всех происходящих во Вселенной процессах, таких как безостановочное расширение, сокращение сердца или вдох и выдох. Они проявляются также в цикличности периодов сна и бодрствования. Каждую ночь, не подозревая об этом, мне это очень нравится, вы возвращаетесь к непроявленному.
заглавной буквой «И» источнику всей жизни. Когда вы входите в фазу глубокого сна, без сновидения, затем просыпаетесь утром свежими и обновленными. Эти два движения, выход и возвращение, также находят отражение в жизненном цикле каждого человека. Словно из ниоткуда, так называемый «вы» вдруг проявляетесь в этом мире. Рождение сопровождается расширением. Это не только физический рост, но также рост знаний, видов деятельности, имущества. Это время, когда вы в основном сосредоточены на поиске и достижении внешней цели. Жизнь каждого человека, каждая форма жизни фактически представляет собой мир уникальным способом, которым Вселенная испытывает себя. И когда ваша форма исчезает, этот мир приходит к концу, один из бесчисленных миров. Я думаю, это было так прекрасно. Это в конце страницы 283 для всех. Жизнь каждого человека, каждая форма жизни фактически представляет собой мир уникальным способом, которым Вселенная испытывает себя. Итак, мы — проявление Вселенной, которая испытывает себя в качестве каждого из нас. Да. Это выводит вас из иллюзии, что вы — это всего лишь ограниченный маленький человек. На поверхности вы все еще, да, вы этот маленький человек с именем и формой. Но в глубине своего бытия вы — это Вселенная, которая испытывает себя в этой форме. И одна только эта мысль привносит небольшое изменение в то, как вы воспринимаете себя. И всех остальных, да. Мы — Вселенная, или источник всей жизни, или Создатель, или Бог, какое бы название вы ни выбрали, испытывающий себя в этой конкретной форме. Да, в этой и через эту форму. Не существует... Люди обычно воспринимают себя как «это я», а там Вселенная, это так, или мир, это я, а там остальной мир. Но вы и есть Вселенная, вы и есть жизнь, вы единая жизнь. Мы нераздельны, нет, нераздельны. Да, жизнь каждого человека, каждая форма жизни фактически представляет собой мир уникальным способом, которым Вселенная испытывает себя. И когда ваша форма исчезает, этот мир приходит к концу, один из бесчисленных миров. Вау, это очень сильно. Что ж, поговорим о пробуждении в обратном движении. Что такое обратное движение в жизни человека? Обычно вы начинаете с внешнего движения. Пока вы растете, достигаете отрочества и взросления, вы начинаете строить свою жизнь, приобретаете опыт, знания, имущество. Сфера вашего влияния растет, так что это расширение, вы растете, и обычно это происходит до какого-то возраста. Это вариируется от человека к человеку, если только... Я также говорю об этом, если только духу расширения не помешает какое-то травматическое событие. Мы можем вернуться к этому немногим позже. И так происходит расширение, а затем, когда люди подходят к определенному возрасту, внезапно начинается другое движение. Кажется, что тело уже не такое сильное, не так хорошо функционирует. Люди вокруг вас начинают умирать, достигнув определенного возраста. Это другое движение в определенный момент приходит в жизни людей, которые можно назвать распадом формы. Это происходит постепенно. И в нашей культуре мы не любим говорить об этом. И поэтому большинство престарелых людей прячутся по домам, мы редко можем их увидеть. Нужно посетить страны третьего мира, чтобы увидеть реальность человеческой жизни. Каково это стареть, да. И мы также очень боимся этого, и не просто боимся, но презираем это. И делаем все, чтобы выглядеть моложе. Все вокруг направлено на то, чтобы выглядеть моложе, быть моложе, моложе, моложе. Да. Теперь обратное движение — это также, когда духовное измерение приходит в вашу жизнь очень явно. Когда форма, с которой вы, возможно, отождествлялись много лет, как физическая форма, так и форма вашей жизни, то, что вы построили и отождествились с этим, ваша работа, положение в обществе, профессия, имущество. И когда все это начинает становиться шатким, тогда зачастую в этот момент возникает возможность для духовного измерения войти в вашу жизнь, когда прочность внешних форм начинает ослабевать. Да. Итак, традиционно, и все еще в Индии, например, все еще развита традиция
Когда человек достигает определенного возраста, он удаляется от общества. Он иногда даже, некоторые люди все еще практикуют это, но в наши дни их не так много. Он даже оставляет свою семью, если знает, что о семье есть кому позаботиться. Он уходит и становится одиноким, нищенствующим или монахом, чтобы уйти глубже в себя. Только вам не нужно этого делать. Все, что нам нужно, это осознавать, что когда начинается обратное движение, когда формы, с которыми вы отождествились, начинают распадаться, это прекрасное время, чтобы вернуться домой, в обратное движение, в духовность, так, чтобы начать осознавать скорее собственное сознание, чем то, с чем оно отождествлялось и чем была ранее ваша жизнь. Имеется в виду форма, да. Значит, это своего рода возвращение обратно во внеформенное. Да, только осознанно. Это осознанное возвращение, чтобы увидеть, каков источник самого моего бытия. Можно сказать, что вы идете, когда мир начинает становиться шатким, тогда вы возвращаетесь к источнику, из которого все это пришло, что в конечном итоге Бог внутри вас, источник внутри вас. Есть эти два движения в жизни человека. Теперь наша цивилизация, целая цивилизация, есть эти два движения, выход и возвращение домой. Выход и возвращение. Теперь наша цивилизация, похоже, заинтересована только во внешнем движении. Люди заинтересованы в накоплении, в построении, в создании жизни для себя, в успехе. Конечно, это тоже имеет место, это нормально, да. О чем наша цивилизация знает очень мало, так это об обратном движении. Вы говорите, и однажды вы тоже исчезаете. Ваше кресло все еще на прежнем месте, но вместо вас там просто пустое пространство. Вы вернулись туда, откуда пришли всего лишь несколько лет назад. Жизнь каждого человека, каждая форма жизни фактически представляет собой мир уникальным способом, которым Вселенная испытывает себя. И когда ваша форма исчезает, этот мир приходит к концу. Один из бесчисленных миров. Обратное движение в жизни человека, пробуждение или распад формы, начавшееся либо по причине старости, болезни, утраты способностей, потери, либо в результате какой-нибудь личной трагедии, несет в себе огромный потенциал для духовного пробуждения. Вот почему вы говорите, что некоторые старцы своего рода излучают свет. Да, некоторые, но другие сопротивляются обратному движению. Эго отождествляется со слабеющим телом, например, возникает негативное внутреннее состояние, люди становятся злыми, наполняются горечью или жалуются все время, без конца говорят о прошлом. Они сопротивляются тому, что происходит. Да, потому что не могут принять, они не могут принять то, о чем мы будем говорить. Это о трех состояниях: принятие, наслаждение, энтузиазм. Да, все сводится к принятию, когда надвигается пожилой возраст, принятию того, что это тоже может быть очень прекрасным, если вы открыты этому. Потому что в старости акцент, я в начале страницы 286 для всех, потому что в старости акцент сдвигается от действия к бытию. Наша потерявшаяся в детстве цивилизация ничего не знает о бытие. Она спрашивает бытие, и что с ним делать? Что делать с этим бытием? Да, но чем старше вы становитесь, тем больше осознаете, что бытие более ценно, чем действие. Действие, да. И весь смысл Новой Земли для всех нас — это осознать, независимо от того, в каком возрасте вы находитесь, что бытие более ценно для нас, чем действие. Да. И что только бытие, которое вы привносите в ваше действие, имеет значение. Да. И вам не нужно ждать старости, чтобы это произошло. Вы можете осознать это в любом возрасте. И тогда вы взаимодействуете с миром совсем другим способом. Да, страница 280. Когда эго перестает отождествляться в жизни человека, то старость или приближение смерти становится тем, чем мы должны быть, открытым каналом в Царстве Духа. И в большинстве случаев вам, конечно, не нужно приближение смерти, чтобы открыться Царствию Духа. Как многие из вас говорят, нам надо те сообщения, что суть всей книги в том, чтобы открыться Царствию Духа. Хорошо. Вы говорите в Новой Земле, что на Новой Земле престарелый возраст получит всеобщее признание и будет очень высоко цениться как пора расцвета сознания. Да. В известном смысле мы утратили это, потому что такой прецедент уже был в древних культурах, в которых престарелый возраст
был глубоко почитаем. Например, в культуре коренных американцев бабушка была, когда кого-то называли бабушкой, это было звание великого отличия. И все глубоко уважали бабушку, потому что она была воплощением мудрости. И не только мудрости, она также воплощала собой открытый канал в Царстве Духа. Старейшина племени, например, воплощал собой открытый канал в Царстве Духа. И через этих старейшин все остальные тоже могли войти в контакт с Царствием. Это было жизненно важно. Наше поколение утратило это, и теперь мы снова возродим это, когда пожилой возраст будут почитать, а не смотреть на него свысока. Итак, бабушка, я упоминал об этом в книге, что в культуре коренных американцев была фигура бабушки, но в нашей цивилизации у нас есть бабуля. Да, мы говорим бабуля в лучшем случае как нечто уменьшительно-ласкательное, да, но в этом нет глубины, да, в том, как мы воспринимаем это, потому что мы не почитаем. Нет. Это измерение виртуально исчезло из нашей цивилизации. Измерение глубины, измерение духа, измерение святости, который имеет такую важность в человеческой жизни. И как это влияет на нас? То, что мы не почитаем возраст, то, что свято в пожилом возрасте, его глубину. Какой эффект это оказывает на нас? Это означает, что целое измерение духа, которое заключено в этом возрасте, потеряно. И тогда вся наша жизнь становится абсолютно поверхностной. А когда она становится поверхностной, вы отождествляетесь с каким-то внешним движением вашей жизни. Из-за этого недостатка глубины люди становятся очень несчастны, потому что это и все, что у них есть, поверхность их жизни, имущество, достижения, признание, игра ролей, эго, и также то, что вы называете на странице 289, мне это нравится, разумной глупостью. Да, разумной глупостью, да. Скажите, что имеется в виду под этим. Ну, пример, который я привожу, вы должны обладать великим разумом, чтобы расщепить атом. Но затем, как мы используем это, мы создаем атомную бомбу, разрушительное оружие из того, что могло бы быть чем-то прекрасным. Тогда, с одной стороны, люди, похоже, очень умны, но то, как они пользуются своим разумом, зачастую экстремально глупо и даже разрушительно. Это так, именно здесь начинается разумная глупость. Да, и все это из-за того, что нет измерения духа. Умственные способности, не соединенные с глубоким измерением осознанности или духа, как угодно, и бытия, да, очень разрушительные. Это так. Рано или поздно они становятся разрушительными. Да, мне нравится на странице 290. Вы говорите это. Вы знаете, я прочла книгу уже несколько раз. Это должно быть ваше новое чтиво этим летом для всех, потому что вы возвращаетесь к нему, читаете снова, и вы находите то, что не испытывали во время первого прочтения. Да, перечитывать очень полезно. Или второго, да, или третьего. Вот что я обнаружила. Только вчера перечитывала снова эту главу. Борьба или стресс — это знак того, что эго вернулось так же, как и негативные реакции, когда мы сталкиваемся с препятствиями. И так, когда бы вы не сталкивались с препятствиями в вашей жизни, это происходит из-за того, что ваше эго снова вышло на первый план. Да, это не значит, что жизнь не будет бросать вам вызов. Да. Но если вы расцениваете вызов как препятствие, то тогда вы вынуждены бороться с ним, а это значит, что эго уже здесь. Правильно, на странице 290 сила, стоящая за желаниями, эго создает врагов, то есть реакции в форме противоположной силы той же интенсивности. Вот что такое враг. Чем сильнее эго, тем сильнее чувство разобщенности между людьми. Единственное действие — это одна из моих любимых цитат. Мне очень понравилось. Единственное, смотрите, я подчеркнула 3 раза. Единственное действие, не встречающее противодействие, это действие, нацеленное на всеобщее благо. Да. То есть вы больше не отделяете себя и не говорите «это мое». Во всем, что вы делаете, вы рассматриваете тотальность или целостность, а не только мои маленькие потребности. Но как я вписываюсь в тотальность? И тогда это больше не кармическое действие, производящее страдания. Правильно. Мы также учимся тому, что действие, хотя и необходимое, является лишь второстепенным фактором того, как проявляется наша внешняя реальность. Главным фактором созидания является сознание. Неважно, насколько мы активны, вот это мне очень понравилось, неважно, сколько мы затрачиваем усилий, наше состояние сознания создает наш мир.
Если на внутреннем плане никаких перемен не происходит, то никакое количество усилий ничего не изменит. Да, другими словами, то, что вы делаете, это только второстепенно. Кто вы есть, вот что главное. И это означает не кто вы есть в глазах мира, или кто вы есть в любом образе, который вы, возможно, создали о себе. Но состоите ли вы в связи с собой, с этим измерением бытия, или духа, или сознания? Вы прекрасно говорите на странице 294, не что вы делаете, а как вы делаете. То, что делаете, определяет, выполняете ли вы свое предназначение или нет. Да. Не что вы делаете, а как вы это делаете. И под этим вы подразумеваете количество присутствия или сознания, которое вы вносите в то, что делаете. Да, другой аспект этого — это то, что вы делаете в каждый данный момент. Даже самое, то, что разум может назвать самая незначительная мелочь. Делаете ли вы ее в присутствии, или это просто средство достижения цели, потому что вы хотите попасть в следующий момент в будущем? Правильно. Можно привести простой пример. Вы можете пойти в ресторан и посмотреть, как официант будет ставить тарелку вам на стол. Если он осознан и в присутствии, это окажет на вас немедленное влияние. Иногда такое случается, что ваш официант осознан. Да, и он или она с заботой и вниманием ставит тарелку на стол перед вами. Да, и вы можете ощущать совсем другую энергию, чем от официанта, который просто делает свою работу. Совершенно верно. Он просто ставит что-то на стол. И это в каждом аспекте, да. Оплатить проезд по скоростному шоссе, сходить в прачечную, забрать белье, во всем, стоять в очереди за картошкой, во всем. Да, люди либо вносят свое присутствие в это или нет. Да. И часто также полезно проверить внутри себя, чтобы посмотреть, что бы вы ни делали в этот момент, является ли это главным образом средством достижения цели, потому что вы хотите попасть куда-то еще, посредством того, что делаете, или вы уделяете тому, что делаете, все свое внимание. Я думаю, нас ведет поколение детей, выращенных бессознательными родителями, потому что я узнаю это даже в себе, с тех пор, как появились сотовые телефоны. Да. Вы ведете машину с друзьями, или вы где угодно с друзьями. Все вместо того, чтобы говорить друг с другом сейчас, все сидят, уткнувшись в свои телефоны, смотрят, кто там еще звонит. Да, я думал об этом, что они делают там, когда печатают. Все пишут друг другу, вместо того, чтобы говорить с людьми, которые здесь с вами. Вы пишете людям, которых нет, чтобы узнать, что они скажут. Это то, чем все сейчас занимаются. О, да. И часто сейчас люди заняты своими телефонами, устройствами, дети заходят в комнату, но никто даже не обращает на них внимания. И вы не испытываете реальность окружающую вас, вы не испытываете полноту жизни вокруг вас. Совершенно верно. Что вы испытываете, это ментальную абстракцию, то есть маленькие буквы, которые вы там пишете. Точно. Это просто ментальная абстракция, вы даже на самом деле не общаетесь с человеком, которому посылаете сообщение. Поскольку общение через 2-3 фразы уходит, вы просто посылаете им небольшие шифры. Хорошо. Мы перейдем к 3 состояниям пробуждения, где вы говорите, если только вы в каждый данный момент не находитесь в принятии, наслаждении или энтузиазме от того, что делаете, вам следует остановиться, потому что если вы не принимаете момент, не наслаждаетесь моментом или не испытываете энтузиазма от момента, тогда вы так или иначе создаете страдания. Да, это дисфункциональное, ваше внутреннее дисфункциональное состояние. Вы не сонастроены с настоящим моментом, не сонастроены с собой и не сонастроены с жизнью. Это совершенно дисфункциональное состояние, и затем вы создаете психическую дисгармонию вокруг себя, вы делаете себя несчастными, вы уже несчастны, когда. Правильно, потому что вы не можете принять настоящий момент. Несчастье распространяется, потому что когда вы несчастны, вы делаете несчастными всех остальных вокруг себя. Это распространяется как болезнь. Я думаю, как вы знаете, поскольку мы уже здесь на 10 главе, одна из самых больших сложностей, как я слышу от людей, и на прошлой неделе моя подруга написала мне имейл и сказала, что она следила за всеми нашими занятиями, что очень легко сонастроиться с вами. Но потом, когда нам нужно действительно выходить в мир и иметь дело с людьми, тогда все усложняется. И это моя подруга с нами на скайпе сегодня. Она актриса, и она играла роль моей дочери в фильме «Возлюбленная». О, да, она моя маленькая девочка. Кимберли Элис играла мою девочку. Здравствуйте, Кимберли. Здравствуйте. Да, кто читал книгу? Кимберли читает книгу и следит за всеми вебкастами. Я пыталась посылать имейлы, пыталась объяснить в них, как Экхарт говорит.
все же имело это неполноценная форма общения, когда вы пытаетесь выразить эти идеи. Так что вам слово, Кимберли. Хорошо. Итак, да, как я говорила Опре, это очень волнует и просветляет обсуждать в теории все эти различные концепции, идеи из книги. И это достижимо здесь, в уютном уголке, где я живу и где живут члены моего книжного клуба. Но как только вы выходите в реальный мир и сталкиваетесь с ситуациями реальной жизни, это становится вызовом для вас, поскольку не все читали эту книгу, не все идут по этому пути, не все стремятся развивать в себе осознанность. Простой пример. Один из членов книжного клуба работает на очень эксцентричного начальника. Она все время под своего рода давлением, с нереальными требованиями к ней, и она смогла своего рода быть выше этого, быть свидетелем эго, с которым она имеет дело, и своего собственного эго. И впоследствии ее стали воспринимать как слабого и вялого человека, которому все равно, что происходит вокруг, поскольку все остальные вовлечены в драму, и она чувствует, что подвергает риску свою работу из-за того, что ее видят таким образом. Это просто пример. Мой вопрос в том, что если мы в процессе развития нашего состояния сознания уходим от нашего эго и возвращаемся к истинным себе, как нам справиться, как справиться с тем, чтобы поддерживать этот уровень осознанности, когда мы вынуждены в реальном мире жить и работать с людьми, которые исходят из чистого эгоистического пространства и не понимают этот уровень осознанности и воспринимают вас всего лишь как слабого человека? Хороший вопрос. Хорошо, да. Теперь посмотрим, что скажет Экхарт. Хорошо. Что ж, мы постепенно учимся жить из другого состояния сознания. Теперь нельзя ожидать, что вы обязательно станете мастером при встрече с трудными людьми и будете уже полноценно в этом состоянии присутствия. Это постепенный процесс, когда вы привносите присутствие в вашу жизнь. И когда вы приглашаете присутствие в вашу жизнь, в самом начале даже не стоит пытаться практиковаться с трудным начальником. Оставьте его в покое на какое-то время. Сначала приглашайте присутствие в вашу жизнь в мелочах. Когда вы дома, одно небольшое движение, вы делаете чай, открываете занавески, когда встали утром, смотрите в окно, не вынося ни единого суждения, просто воспринимаете свет, облака. Вносите как можно больше присутствия в вашу жизнь в простых ситуациях. Когда садитесь в машину, вы сели, закрыли дверь, посидите тихонько 20 секунд, 30 секунд, почувствуйте внутреннее тело. Для этого есть много возможностей. Когда вы ждете чего-то, я говорила об этом в обеих книгах, как мне кажется, когда бы вы не ждали что-то или кого-то, оставьте свое ожидание и присутствуйте, будьте полноценно здесь, полноценно бдительны, полноценно принимая этот момент, вместо того, чтобы хотеть другого момента. И постепенно вы растете в силе присутствия, и сила присутствия растет в вас. И когда сила присутствия растет в вас, вы начинаете применять ее в немного более сложных ситуациях, которые обычно бы вызвали у вас, например, легкое раздражение. И тогда вы можете наблюдать, вот старая реакция, в то время как вы ждете в очереди в супермаркете. И вы наблюдаете свое раздражение на кассира или на кого-либо впереди вас стоящего. Вы немедленно осознаете это и видите, а что это? В этом нет никакой полезной функции. Эта реакция ничего не добьется, только сделает меня несчастным. Тогда вы сможете отпустить ее и быть ясным и свободным и присутствующим в том моменте. Да, я тоже так думаю, Ким, что то, что мы все хотим, когда вы прочтете это и чувствуете себя так великолепно, это своего рода ощущается энтузиазм. И вы хотите, чтобы все это поняли так, как вы это поняли. Это все равно, что развивать духовную мышцу. Да, это все равно, что развивать духовную мышцу. Нельзя пойти просто и поднять гирю в 50 фунтов, если только до этого вы также не поднимали гирю в 25 фунтов или в 10 фунтов. Итак, следует начать развивать мускулы на мелочах, которые для вас относительно комфортны. И когда эта мышца будет развита достаточно сильно,
тогда с буйными начальниками станет легче справляться. Сначала вы просто не можете сказать: я просто пойду и начну применять эти принципы в ожидании, что это сработает, потому что вы должны обладать внутренней силой, чтобы справиться с этим. Это также исходит из более острой осознанности, я думаю. У меня были буйные начальники в раннем возрасте. Это исходит из более острой осознанности о том, какова ваша истинная цель в жизни. Я помню, как жила в Балтиморе в раннее время моей карьеры, и мой начальник был совершенный придурок. Просто совершенный придурок. И я хотела бы подобрать для этого другое слово, но оставлю это. Конечно, это не было его истинной сутью, а просто ужасной маской. Хорошо, мой начальник был по своей сути любящий и невинный, обладал прекрасным присутствием, но с жуткой маской. С ужасной маской эго, которое ежедневно выглядело как совершенный придурок. Что-то внутри меня знало, что я не буду там вечно. Я знала, что смогу вытерпеть это, справиться с этим, иметь с этим дело. Я могла, но это не было моим местом. Я знала, что в конечном итоге у него не было надо мной власти, что я должна была делать то, что должна была делать только в то конкретное время своей жизни. Но в глубине души я знала, неприятности не длятся вечно. И я не... Это не будет моей дорогой в жизни. Это тоже пройдет. Это тоже пройдет. Я знала, что это тоже пройдет. Итак, я могла приходить в это пространство каждый день, делать то, что должна была делать. Как, возможно, то, что вынуждена делать ваша подруга. Делать то, что должна была делать, и делать то, что все остальные, возможно, не понимали. Я могла предложить, дать этому человеку то, что, как ему казалось, ему было нужно. Я могла дать это. Я могла создать пространство для него, где мы на равных, чтобы показать ему, чтобы быть тем, кем хотела быть его эго в то конкретное время. Понимаете, о чем я? Я понимаю, в то время как вы находитесь на более высоком уровне осознанности, вы способны посмотреть на ситуацию и увидеть ее как ситуацию, а не как всю вашу жизнь или целое будущее. Да, не как целую жизнь, поскольку тот человек... В конечном итоге я знала, я буду здесь только на какое-то время, я должна здесь научиться тому-то, и потом я уйду. И вы думаете, что в жизни будут такие люди, которые так и не постигнут этот уровень осознанности? И что нужно просто сконцентрироваться на самом себе? Да, это то, что я вам говорила, именно это я писала вам в имейлах. Это не ваша работа беспокоиться о том, что собираются делать другие люди. Ваша единственная задача — это самой беспокоиться о себе. Не так ли? Да, о да, да, да. Итак, с одной стороны, как мы сказали, и Опра назвала это духовной мышцей, и я называю это вырасти в силе присутствия. Это одно и то же, то есть присутствие растет постепенно. Это так. Между тем, вы все еще можете практиковаться даже в трудных ситуациях. Иногда это может срабатывать, даже если ваша духовная мышца еще недостаточно развита. Если вы вспомните тот маленький указатель, маленький вопрос, способен ли я принять этот момент таким, каков он есть? И если этот момент принимает форму этого неприятного человека, тогда вопрос в том, могу ли я принять этого неприятного человека в этот момент. Могу ли я принять этого неприятного человека в этот момент? Потому что, чтобы не возникало в настоящем моменте, могу ли я быть пространством для этого? Да, если вы способны убрать ваше эго из этого, если вам удалось увести от этого ваше эго, то это просто становится тем, что есть. Да, так как вы говорили, Ким, это будет просто еще одну ситуацию. Если вам удастся убрать свое эго, или вашей подруге удастся убрать эго из ситуации, то это перестанет быть личным. Да, это не нечто личное. Нет, вот этому я научилась. То есть мы можем использовать эти возможности, хотя они сложные, как маленькие дары и возможности для собственного роста. Не только это и есть истинный духовный путь. Мы говорили на предыдущих занятиях о том, что все несут свой крест. И правда в том, что когда вы лицом к лицу с неприятным начальником или в трудных ситуациях, то в этом заложена ваша возможность развить духовную мышцу. Да. Развить или создать, или позволить присутствию пройти через вас таким образом, что вы покажете, кто вы есть, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что делают другие. Да, трудные люди или люди, которых контролирует эго, обладают очень важной духовной функцией в этом мире. В конечном итоге они станут так несчастны, что тоже выйдут за пределы эго.
Но между тем они приходят в качестве практического материала для других. Правильно, потому что если бы все всегда было прекрасно, у нас не было бы практики, нельзя было бы практиковаться, не было бы роста. Это хороший взгляд на это. Мне очень понравился ваш новый дом, Ким. Я еще не видела ваш новый дом, как мило. Да, я знаю, вы еще не видели. Вот там моя собака. О боже, у вас есть камин и собака, как здорово. Да, великолепная моя девочка, мы поговорим позже. До свидания. До свидания. Хорошо, это интересно о развитии духовной мышцы. Я заметила, что когда я назвала моего бывшего начальника придурком, и вы сказали, это не то, что он есть, вы что, никогда не встречаете неприятных людей в своей жизни? О нет, я, конечно, встречаю неприятных людей. Вопрос в том, как посмотреть, вы что, их всех любите? Не обязательно. Нет. Хорошо. Но это вопрос, чего вы говорили? Способен ли человек увидеть другого через маску эго или тяжелого тела боли, которая может быть очень сильным? Способны ли вы пройти сквозь эго? И этот процесс очень трудно описать, когда вы мысленно не судите человека. Никак не называете его или ее. Вы все еще знаете, что это неприятный человек, вы это знаете. Да, вы по-прежнему знаете, что этот человек полностью под контролем своего эго, вы это знаете, да. Даже не формулируя мысленно этой концепции, да. Но вы также знаете, что за всем этим есть бытие, да. Оно чистое, невинное и также близко к Богу, как и все, хорошо. Возможно ли смотреть на других сквозь эго? Да, но, Экхарт, вам все еще не обязательно хотеть общаться с этим человеком. Нет, вы можете захотеть убрать себя. Да. Если это возможно, то зачастую это самое лучшее, что следует сделать. Это так, потому что вы все еще можете сказать, я благословляю вас, ваше бытие, да, но то, что вы демонстрируете мне сейчас, это не то, что я для себя выбираю. Да, или вы можете уйти с работы, если работа — это безумие, да, если ваше окружение безумно. И чем больше вы присутствуете, тем больше вы будете уверены в том, что нужно делать, что делать, да, совершенно верно. Но и мы говорили об этом в одном из занятий, осознание того, что вы должны делать, приходит из могущества, но умиротворенного места, если вы присутствуете. Да, это так. Итак, когда вы уходите с работы, вы уходите не в злости, когда это происходит из присутствия, вы выходите, вы в покое со всеми, говорите, на этом все, я ухожу отсюда. В этом есть могущество, но нет негативности. Точно, я поняла. И это прекрасно, когда это происходит. Когда вы говорите, все, с меня хватит. Да, с меня хватит, и это исходит из вашей внутренней цели. Да, в сравнении с внешней, да. Теперь могут быть другие ситуации, в которых по какой-то причине вы вынуждены быть. Самый резкий пример — это когда вы находитесь в лифте, и он застрял. Да, и вот вы с неприятным человеком целый час заперты в лифте, или люди застряли где-то с кем-то, и по какой-то причине они не могут оставить эту ситуацию, уйти. Может быть, вы в тюремной камере, или многие люди вынуждены удерживаться на рабочем месте, да, где они имеют дело с начальниками, которым неприятны, да. Как мы только что слышали, Кимберли сказала, да, вы вынуждены сохранять свою работу, вы должны зарабатывать на себя и на свою семью. И это вопрос принятия, что это там, где человек находится, не впадая в реакции, и не сопротивляясь этому, не сопротивляясь. Да, я все сделала правильно, потому что я была в такой ситуации достаточно долгое время. Да. И буквально просто приняла это. И некоторые мои друзья говорили, как ты можешь смириться с этим, как ты это терпишь? Потому что я знаю, что это тоже пройдет. И неприятности не длятся вечно. Я здесь не навсегда. Вы сделали это интуитивно. Интуитивно я знала, что я здесь не навсегда. Я помню, ваша подруга Мария Шрайбер написала книгу, где описывала своих первых начальников в ранние годы. Ужасно. Да. Но каким-то образом она могла просто сказать, это то, что есть. Она также знала, что не будет там до конца своей жизни. Да, не будет там вечно. Но на это время она своего рода отдала себе ситуации, приняла это. Это там, где я вынуждена быть. Да. Хорошо, Киппи, американка, обучающая одаренных детей в начальной школе на базе воздушных сил США за пределами Токио в Японии. Она звонит нам по скайпу своего офиса за своей читающей группой, которую она открыла после того, как услышала наших вебкастах. Как сказать «здравствуйте» по-японски? Кажется, «конничева».
И вам того же. Муши, это только по телефону. Здравствуйте, Кипи, начнем с вас. Какой у вас вопрос? Хорошо. Экхарт, на странице 301 вы пишете: «Энтузиазм означает глубокое наслаждение от того, что вы делаете, с добавлением элемента цели или визуализацией того, над чем вы работаете». Мой вопрос: как у нас будут цели или визуализации, если мы всегда должны оставаться в настоящем? Хороший вопрос. Хороший, да. Хороший вопрос. Да. Спасибо. Значит, цель или визуализация, когда это внутри вас, как если бы это уже было реальностью, и фактически на каком-то уровне это есть реальность уже внутри вас. А цель истинная и могущественная, когда вы в связи с вашей истинной силой, это не та цель, когда вы ментально себя проецируете и говорите: «Я хотел бы достичь того или этого в каком-то моменте в будущем. Мне вот это нужно, я хочу этого, чтобы дополнить себя». Вы пытаетесь достичь этой цели и теряете себя. Вы не присутствуете. Но если вы осознаете, что бы вы не визуализировали, это уже реальность внутри вас. Я приведу пример с книгой «Сила момента сейчас». Еще до того, как я написал книгу, у меня была визуализация, что эта книга на каком-то уровне уже здесь. Она уже была написана. И я чувствовал, все, что я делал, это выражал вовне то, что уже было здесь. У меня было сильное внутреннее чувство, что моя книга уже существует внутри меня. Я видел ее уже как реальность. Я не пытался достичь написания книги. Она уже была здесь, и все, что мне оставалось сделать, это быть открытым этому движению энергии, выходящей из меня, чтобы проявить вовне то, что уже было здесь на глубинном уровне. И вот почему Иисус сказал: когда бы вы не попросили о чем-то, верьте, что вы уже получили это, и это будет вашим. Тогда, если вы верите, что уже получили это означает, что это уже должно быть реальностью внутри вас. Так что вы не действуете из недостатка или дефицита, нужды, потому что тогда нет никакой силы за вашей целью или визуализацией. Нет, вы уже действуете из состояния полноты. Чувствуете себя, как если бы это уже у вас было. Точно. Это уже реальность, и вы чувствуете эту полноту, как будто это уже здесь в настоящем моменте. И тогда вы не теряете себя. Вы полноценно здесь, когда начинаете отвечать на этот внутренний импульс. Вы выражаете его в вашей жизни в настоящем моменте. Так что это не нечто в будущем на самом деле. Могущественная цель, когда вы визуализируете могущественную цель, вы визуализируете не что-то, что вы достигнете в будущем. Вы визуализируете, чтобы выразить вовне то, что уже внутри вас. Это сильно. Но я понимаю, почему бы это смутило многих людей, потому что как вы тогда сможете достичь чего-то в будущем? Вы тоже имеете это в виду, Кипи? Да. Как вы достигнете чего-либо в будущем? Скажем, я хочу быть актрисой. Я знаю многие люди из книжного магазина «Дерево Бодхи», с которыми мы будем говорить сегодня позже. Многие люди из «Дерева Бодхи», они работают на дневной работе, но на самом деле они говорят: «Я хочу быть актрисой». Это будущая цель. Я хочу быть актером или актрисой. Или я хочу получить место в гигантской корпорации. Да. Как возможно не визуализировать это для себя? Это возможно, но то, что вы будете визуализировать, это не себя в каком-то будущем состоянии. Сила, которая уже здесь внутри вас, которая проявится вовне, в то время в будущем она уже здесь. Соединитесь с этой силой. Как это ощущается, если бы вы уже были актрисой, уже успешной? Как это ощущается внутри вас? И откуда идет эта сила, посредством которой вы можете влиять на жизнь людей, когда вы делаете нечто подобное? Где заложена эта сила? Да, потому что вы сказали, вместо того, чтобы говорить: «Я хочу быть великой актрисой», скажите, как я могу использовать этот талант, чтобы он проявился таким образом, чтобы люди почувствовали себя, да, определенным образом. Да, то есть это уже реальность внутри вас, и тогда вы можете делать шаги, чтобы претворить это в жизнь. Но это исходит из полноты, нежели чем из необходимости.
Ошибка в том, что мы не находим пространство силы в настоящем моменте и верим, что нечто другое, чего нет в настоящем моменте, приведет вас в пространство силы. Понятно, этого не будет. Все, я только что поняла это, Кипи, я только что поняла, что до меня только что дошло. Он говорит, что какая бы у вас ни была цель, или что бы вы ни визуализировали, должно исходить из пространства бытия или сознания. И если это исходит из пространства бытия или сознания, а не внешней цели, которую вы себе наметили, я думаю, я в правильном направлении, да? Если это исходит из бытия или сознания, то это проходит через вас во внешний мир, вместо того, чтобы выхватить что-то из внешнего мира и сказать, вот это я хочу для себя. Итак, все, я могу привести себя в качестве примера. Я всегда хотела делать то, что делаю сегодня вечером вместе с вами. Я всегда чувствовала это глубоко внутри, что это то, что я должна делать. Я должна быть учителем, я должна использовать телевидение в качестве инструмента, чтобы помочь людям познать самих себя. И знание этого в глубине души помогло мне притворить это в жизнь. Таким образом, вместо того, чтобы говорить, однажды я хочу сделать вебкаст с миллионной аудиторией. Да, вы понимаете, о чем я? Да, я понимаю. Это исходит изнутри вас, чувство, идущее из осознанной части вас, из бытия самим собой, которое говорит, вот что я сейчас должен делать, и вот почему вы говорите, что не важно, что именно мы делаем. Важно, как мы делаем то, что делаем, и не важно, что вы делаете, все, что вы делаете, должно поддерживаться сознанием или Божественным Духом. Это то же самое другими словами. Сознанием или Божественным Духом, в противном случае, это будет в действительности бессмысленно для вашей жизни. Да, и пространство силы в настоящем моменте. Это очень важно, вы можете прикоснуться к этому только в настоящем моменте. Да. Итак, если вы не... Как вы говорили на прошлой неделе, суть в этом шаге. В этом самом шаге сегодня, который нужен, чтобы сделать следующий шаг, и следующий, и следующий. Да, вы не попадете туда, думая, дайте-ка я, знаете... Нет, и даже если вы что-то делаете в этот момент, что жизнь дала вам, и это не похоже на то, что вы визуализировали, скажем, вы работаете в ресторане, а ваша цель стать великим артистом, да, проявить это. Тогда вам все еще следует почитать то, что вы делаете в этот момент, полноценно и абсолютно. Потому что каким-то образом одно может возникнуть из другого, одно может быть частью другого. Точно, потому что каждый шаг ведет вас в нужном направлении. Средство, а не цель. Вот что главное. Да, средство, а не цель. Да, отлично. Вы следите за нашей мыслью, да, Кип? О, да, спасибо. Кто-нибудь еще там хочет что-нибудь сказать? Дамы? Который сейчас час в Токио. Это уже следующий день? Это уже да, мы уже во вторнике. 10 утра, вторник. Вторник, 10:45. Ну вот, в Токио уже завтра, это не сейчас. Экхарт изволил пошутить. И у нас хорошая погода завтра. Что ж, хорошо, в Токио завтра, не сейчас. Хорошо, спасибо большое, ребята. Спасибо. Вау, вот это интересно, потому что все всегда возвращается к одному и тому же ощущению присутствия или бытия, Святого Духа или Божественного Духа, какое бы название вы ни выбрали, потому что у этого нет эго, так что оно не привязано к тому, как его называют. И когда вы привносите это в вашу жизнь, то оно поддерживает все, что вы делали. И, как вы сказали на прошлой неделе, эволюционный импульс Вселенной возникает, чтобы встретиться с вами. Да, встретиться с вами. Можно задать себе очень простой вопрос. Согласие ли я с настоящим моментом? Нужно быть в глубоком согласии с настоящим моментом, чтобы найти силу настоящего момента. То есть вашу собственную силу, силу Вселенной или силу Бога. Согласие ли я, если вы не в согласии с настоящим моментом? Скажем, вы работаете в ресторане, но пока вы там работаете, вы лучше бы были где-нибудь в другом месте. Вы не наделены силой. Вы наделены силой только когда, даже несмотря на то, что вы работаете в ресторане, и для некоторых людей это их жизненная цель работать в ресторане, распространять свое присутствие через то, что они делают на людей, которых они там встречают. Это прекрасно. Да, и вы говорите это в книге, что бы вы ни делали,
что бы вы ни делали, может обладать глубочайшим смыслом и целью для себя и для остального мира, если вы привносите в это свое присутствие. Да. И мы все видели эту разницу между людьми, будь то официант или кассир в будке скоростного шоссе или кто угодно. Да, во всех. В каждом жизненном обстоятельстве. Хорошо. Элзбита присоединилась к нам сегодня из Польши. Я правильно произношу имя? Совершенно верно. Элзбита. Здравствуйте. Элзбита. Вы скачали все наши вебкасты? Здравствуйте по-польски. День добрый. Это день добрый. Слышно меня? Да, слышно. О, хорошо. Хочу поблагодарить вас обоих за этот потрясающий вебкаст, самый великолепный книжный клуб, который я когда-либо видела. Спасибо. Ваш вопрос. Я хотела бы попросить Экхарта прокомментировать знаменитую цитату философа Алана Уотса, если это возможно. Да, пожалуйста, продолжайте. Потом у меня еще есть вопрос, если можно. Хорошо, продолжайте. Была вторая пауза, поэтому стало немного странно. Это цитата из книги о табу на знание о том, кто ты есть. Наиболее поддерживаемое из всех известных табу — это табу на знание, кто или что вы в действительности есть за маской кажущегося отдельным, независимым и изолированным эго. Вы не могли бы прокомментировать это, пожалуйста? Табу — это не тот запрет, не то, что называется запретом, но безразличие нашей цивилизации к этому измерению. И наша цивилизация в значительной степени все еще управляема эго. А эго не хочет знать о более глубоком измерении духа. Оно ощущает в этом угрозу. Эго, возможно, понравится сама идеология, и оно назовет ее духовной. У него есть определенная система верований, оно назовет ее духовной. Отождествится с ней и назовет других людей, которые не верят в эту систему верований, врагами или злом. И все же эго чувствует угрозу от духовного измерения в человеке, и оно бессознательно сделает все, чтобы помешать возникновению духовного измерения в нашей культуре, цивилизации или в человеке. И вы видите эти бессознательные реакции. Некоторые люди скажут, что то, что мы делаем, это зло. Это снова бессознательная реакция эго, чтобы защитить себя. Вы имеете в виду, что некоторые люди скажут, что то, что мы делаем здесь, это зло? Да, хотя я не знаю, как это может быть возможным, потому что привести людей к большему присутствию и более умиротворенному способу жить, как это может быть злом, я не знаю, но каким-то образом это работает в их разуме, что это зло, да. То есть это непроизносимый вслух запрет. Нет закона, запрещающего духовность. Но этот запрет есть, он просто не произносится под поверхностью вещей. Есть запрет, созданный эгоистической цивилизацией, которую мы воплощаем. Спасибо. Да, для меня это тоже очень ясно, но даже в этом случае я не знаю, когда это было написано, 30 или 40 лет назад, но это все еще рассматривается как истина. К сожалению, мой вопрос на самом деле для тех, кто неверно интерпретирует ваше учение, не могли бы вы внести ясность? Рассматриваете ли вы свое учение как религию? Определенно нет. Это не религия, оно духовно, что означает, что это учение, его истина может быть применена к любой религии или к ее отсутствию. Учение по своей сути духовно. Оно не основано на системе верований, не основано на мыслях. Оно основано на том, чтобы прийти в присутствие и в тишину. И независимо от того, мусульманин ли вы, христианин или буддист, или атеист, учение может применяться в вашей жизни. Преобразование сознания не зависит от вашей системы верований. Но, конечно, возможно, если у вас очень жесткая система верований, то это может воспрепятствовать.
Система верований может саботировать преобразование, но это не зависит. Преобразование не зависит от какой-либо системы верований. Некоторые системы верований настолько жесткие, что они могут быть барьером. Что нужно говорить этим людям? Кажется, у кого-то был этот вопрос сегодня вечером о других людях, которые уверены в том, что то, что вы написали, что мы делаем здесь, общаемся с людьми по всему миру о том, что вы написали, что это зло. Что можно сказать на этом? Но большинство из них, возможно, никогда и не заглядывали в книгу. Да, и большинство из них, возможно, никогда не слушали вебкаст. Точно. Потому что если бы они действительно прочли несколько страниц книги, они бы увидели, что там нет абсолютно ничего, что может быть расценено как зло, да. Спасибо, Элзбита. Большое спасибо. Я полностью согласна, Опра. Могу ли я еще поделиться моментом «ага»? Да, конечно, поделитесь с нами «ага». Да, пожалуйста. Возвращаясь к первой главе на странице 12, где Экхарт пишет: «Страх, жадность или страсть к власти сами по себе не дисфункциональны, но они возникли из дисфункции, из глубоко сидящей коллективной иллюзии, заложенный в уме каждого человека». Конец цитаты. Я думаю, эта книга наполнена всем прекрасным и «ага» почти что на каждой странице. Но это было самое главное «ага», потому что, как мне кажется, можно только увидеть через иллюзию. Когда мы способны смотреть сквозь иллюзию, мы освобождаемся от страха, жадности или страсти к власти, которые, я боюсь, мы все разделяем. Спасибо, Элзбита. Спасибо, что поделились с нами этим из самой Польши сегодня вечером. Большое спасибо. Спасибо. Бет из Грин-Бэй, штат Висконсин, прислала имейл, который привлек мое внимание несколько недель назад. Я подумала, было бы здорово поговорить с ней по скайпу на этой последней главе. Здравствуйте, Бет. Здравствуйте, Опра, Экхарт. Почему вам не прочитать нам ваше письмо? Хорошо. Хорошо, я написала. Я работала над фразой «это тоже пройдет» и заметила, что это гораздо проще принять в моей собственной жизненной ситуации, чем в масштабах всего мира. Например, я не могу непринужденно смотреть на то, как подростки пытаются побить друг друга в видеосоревнованиях по интернету. Я не могу смириться с тем, что 13-летняя девочка должна выходить замуж за мужчину гораздо старше ее. И я не могу принять, что людей пытают и убивают за то, что у них не та религия, национальность или цвет кожи. Почему гораздо легче сказать «это ничего страшного», когда это касается лично меня, чем когда это распространяется на остальной мир? Почему мне не удается отпустить этот глобальный гнев? У нас глобальный гнев. Хорошее выражение. Хорошо сказано. У многих это есть. Я хотела сказать, вы будете злиться долгое время, если повсюду будете таскать это с собой. Но, пожалуйста. Вы уже освободились от гнева на личном уровне в собственной жизни, когда вы злитесь на людей вокруг вас и лично испытываете это. Большая редкость сейчас, чтобы я разозлилась на кого-то другого, разве что мои дети, но это тоже часть роста. Я способна увидеть, почему они делают то, что делают, и испытать сострадание к ним, но в больших масштабах нет. Хорошо, да, сострадание — это важное слово. Я также заметил в вашем вопросе, вы использовали слово «смириться», которое, возможно, ассоциируется у вас с синонимом принятия. Смириться значит сказать «хорошо», подобному поведению суть принятия не в этом. Принятие — это видеть, просто видеть то, что есть, и сказать «это то, что происходит прямо сейчас». Это то, как ведут себя эти люди. Это то, что они сейчас делают. Это то, что есть. И независимо от того, что вы думаете по этому поводу, и как судите об этом, нельзя опровергать факт, что это то, что есть сейчас. И в этом все принятие. Это не означает, что это хорошо, что я смиряюсь с этим, что в этом нет ничего страшного. Нужно просто прийти к внутреннему принятию естности жизни прямо сейчас. И тогда вы можете посмотреть и можете увидеть, после того, как пришли к принятию того, что есть, вы также увидите, что да, это безумие. Вы видите, что это безумие. И вы способны прийти в пространство сострадания, когда увидите, что все эти люди бессознательны, они не понимают, что делают. И вы можете видеть зло.
Я имею в виду, что невероятное количество зла все еще происходит на планете, что означает страдания, которые люди причиняют другим людям, другим формам жизни, самой планете, природе. Все, что вы можете видеть, это проявление невежества, духовного невежества, бессознательности, эго, коллективного эго. И когда вы видите это, вы приходите в пространство сострадания к этим людям, которых все еще контролирует эго, и поэтому они ведут себя бессознательно. И также не приводит ли это нас к той фразе о принятии того, что мы не можем изменить, изменению того, что можем, и обретении мудрости в познании разницы между ними. Истина всего, что мы говорили в последние 2 недели, Бет, для вас и всех остальных, в том, что вы начинаете изменять мир, начиная с самих себя. И тогда злость, мы все приносим энергию в этот мир. Все мы приносим энергию в этот мир. И вы поднимаете уровень сознания, когда привносите сознание и присутствие в то, чем занимаетесь. Так мы начинаем изменять мир. У себя дома, прямо сейчас, вы в какой комнате сейчас? Это свободная спальня, мы называем ее домашним офисом. Хорошо, в вашем домашнем офисе с детьми, в ваших ежедневных действиях, быть менее злой в вашей личной жизни действительно помогает распространить это на весь мир. Да, и люди не придают этому большое значение, но если бы все это делали, зла стало бы меньше. Да, вы соединяетесь на невидимом уровне со всеми другими людьми. Да, и какую бы энергию вы ни распространяли, это вносит свой вклад в конкретные вибрации коллективного энергетического поля человечества. Это так. И если вы излучаете гнев, то это соединится с коллективным гневом, плавающим вокруг по планете, которая безбрежна. Ваш гнев соединяется и подкармливает коллективный гнев. Да, и разве не каждый из нас, не для каждого из нас мы просим делать то, что он может сделать? Я имею в виду, что каждый раз, когда я приезжаю в Африку, я чувствую, что это очень легко переполниться всеми этими бесчисленными проблемами этой страны. Вы можете легко переполниться, и тогда, что нужно сделать, это сконцентрироваться на том, что вы можете изменить, на что вы можете повлиять, и сделать это так хорошо, как это возможно. Да, да. Какая-то одна мелочь, возможно, мелочь, кажущаяся незначительной, но вы можете внести в это изменение. Но все незначительное зависит от того, какое присутствие вы вложите в это. Это так, да. Бет, я слышу, вы достигли больших изменений после прочтения «Новой земли». Расскажите нам об этом. О, да, я начала читать «Новую землю» после того, как в январе скончалась моя бабушка. Но кое-что происходило еще параллельно, и я не могла понять, что это такое происходит. В ноябре я оставила работу, которая мне не нравилась, и у меня появилось больше времени, чтобы проводить его с моей бабушкой. И мы обе готовили себя к ее уходу. Я бросила курить, начала заниматься бегом, наладила питание, и теперь я даже больше не уверена в том, кто я. Вот это хорошо. Да, это хорошо. Я думаю, ключевое слово здесь — это то, что Экхарт говорил ранее. Принять то, что есть в мире, не значит смириться с этим, потому что много всего ужасного происходит в мире. Нет, я понимаю, я не знаю, может, из-за того, что я была матерью слишком долгое время, я хотела бы использовать себя в качестве щита перед всеми этими людьми, чтобы защитить их. И я не знаю, может быть, это мое эго, но мне кажется, это не так. Как если бы я сказала: люди, вы не заслуживаете этого, вы заслуживаете лучшей жизни. Вам всего по 13-14 лет, это не время для вас иметь детей. Вы говорите об истории многоженства, которая была в новостях? Да, да. Сейчас это не ваше дело. Ваше дело — это то, что происходит сейчас у вас дома, Бет. Да, и я счастлива слышать, что Экхарт сказал, что бабушек будут уважать, потому что в июле я готовлюсь стать бабушкой. Ну, не знаю, начнут ли уважать бабушек до июля, но мы делаем все возможное. Хорошо, мы работаем над этим. Хорошо. Спасибо за ваш имейл, спасибо большое.
Спасибо. Хорошо. Похоже, у нас есть работенка. Может быть, да. Если мы хотим, чтобы пожилой возраст начали уважать до июля, нам пора засучить рукава, продать еще побольше книг. Спасибо, Бет. У нас телефонный звонок из Франции. Мишель живет в Париже, и у нее вопрос. Да, здравствуйте, Опра и Экхарт. Здравствуйте, у вас добрый день или добрый вечер. У меня миллион вопросов, но я, конечно, задам только один. Хорошо. Один вопрос, который действительно беспокоит меня долгое время, и я думаю, что смогу суммировать его цитатой из Библии. «Проще верблюду пролезть в игольное ушко, чем богачу войти в Царствие Божие». И я вижу богачей как людей, у которых огромное эго, они наполнены разумом, который никогда не преобразуется в сознание. И это имеет отношение ко мне и к моему вопросу, потому что я обладаю очень сильным и активным разумом, и это, возможно, мое самое ценное качество, но также и моя ахиллесова пята. И когда я достигаю пространства тишины или пробуждения, мой разум хочет в этом участвовать, он хочет присвоить себе этот опыт. Так или иначе, он всегда преуспевает привнести форму в этот опыт, сделать из этого концепцию, пытается понять это, пытается связать это с прошлым опытом. Я думаю о пространстве между эго и осознанностью. И я хочу развить в себе это пространство, мне нужно уметь выйти из разума. И это очень сложно, потому что разум очень хитрый, и он обманывает меня, заставляя верить, что я уже в этом пространстве. Что мне делать, как справиться с этой проблемой? Разум не способен распознать это пространство. Он ничего о нем не знает, и оно совершенно бессмысленно для разума. Но из того, что вы говорите, я вижу, что вы уже научились входить в это пространство. Сколько это длится, не имеет значения, но у вас уже есть пространство внутренней тишины внутри вас. И ваш разум практически отрицает этот опыт и определенно сопротивляется ему. Итак, прежде всего, признание самого главного, то есть первоначального разотождествления с процессом думания, уже произошло у вас. Первоначальное разотождествление с думанием и наитие измерения, присутствия или тишины внутри себя, это уже случилось. Но разум этому вовсе не рад. Он не хочет идти туда или осуждает это каким-то образом, или говорит, «О, я хочу интерпретировать это каким-то образом». Все, что вам необходимо, это быть здесь, вместо того, чтобы бороться со своим разумом или мыслительными процессами, чтобы распознать возникающие мысли как мысли. Из места тишины или пространственности внутри вас вы можете распознать, когда приходят мысли и говорят что-то о тишине или что угодно, что вы должны делать что-то еще или что еще они говорят. Вы распознаете это как еще одну мысль. Затем следующую мысль. И когда вы узнаете мысль как мысль, у нее больше не будет власти абсолютно завладеть вашим вниманием. Да. Главное, это не то, что ваш разум высоко развит. Это может быть полезным в какой-то момент, когда вы не отождествлены с этим. Вы можете использовать ваш высокоразвитый разум на службе у осознанности, на службе духа, и это нормально. Но между тем, не быть затянутыми в каждую мысль, которая приходит вам в голову, или не бороться с мыслями, говоря, «Уходи, я хочу быть в тишине». Это тоже не сработает. Вы распознаете, рассматривая мысль как угрозу, я наделяю ее силой. Да, да. Вы узнаете разум как разум, а мышление как мышление. И тогда вы можете выбрать быть присутствующей, когда гуляете на природе, например, или когда сидите в одиночестве в своей комнате, вы выбираете присутствовать, и затем вы заметите, что разум будет время от времени пытаться вмешаться и сделать что-то, или сказать по этому поводу что-то совсем другое, например, вы должны думать о чем-то другом, что гораздо важнее, чем это, и тогда вы сможете распознать эти мысли как еще одни мысли, которые возникли.
Вы даже можете сказать себе: «О, вот еще одна мысль пришла», и затем снова стать тишиной, когда придет другая мысль: «О, вот другая», не наделяя каждую возникающую мысль такой важностью, что она сможет затянуть вас, потому что разум хочет этого. Разум хочет завладеть всем вашим вниманием, поскольку у него и было все ваше внимание долгое время. То есть это привычная модель поведения разума. Он хочет завладеть всем вашим вниманием. И все, что вы делаете, это забираете свое внимание у разума. То есть это на самом деле процесс. Мысли — это... Разум — это не враг. Вам никогда не победить в борьбе против разума, если вы сделаете его врагом. Разум — это как маленький, беспокойный ребенок, можно сказать, или беспокойный щенок, который все время приходит, и вы говорите: «О, это ничего, ничего страшного». Да, и в то время как мы все здесь развиваем нашу духовную мышцу, мы все больше и больше осознаем наше сознание и распознаем, когда мысли просто играют с нашим разумом. И я уверена, это уже начало происходить с вами, Мишель. Вы просто говорите: «О, это мысли, еще одна, еще одна». Я должна сказать, что на протяжении 10 недель, что мы делаем этот курс, я приобрела гораздо больше навыков в том, что я подумаю об этом позже. Почти как Скарлетт О'Хара. Я не буду думать об этом сейчас, я подумаю об этом позже, потому что это момент сейчас, и я хочу присутствовать с тем, что происходит в этот момент. Тогда с другими мыслями я разберусь позже, когда я выберу время, чтобы подумать об этой конкретной ситуации, вместо того, чтобы позволять моим мыслям все время управлять мной. Да, точно. Я прилагала чересчур много усилий, чтобы не подпускать к себе мои мысли. Да, правильно. Нужно видеть их теми, кто они есть. Просто смотрите и говорите: «Вот еще одна мысль, а вот снова уже другая». И тогда усилие должно быть, чтобы удержать себя в моменте, где вы есть. Вы знаете, моя мантра — это «будь здесь, будь сейчас», «будь здесь, будь сейчас», «будь здесь, будь сейчас», что бы ни происходило. Да, хорошая мантра, совершенно верно. «Будь здесь, будь сейчас». Спасибо большое, прекрасно. Спасибо, Мишель. Большое спасибо. Доброго вечера. Доброго вечера. Хорошо, поговорим о том, где вы пишете. Сонастроенность вашей внешней цели с внутренней целью — это то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Внутренняя цель должна подпитывать внешнюю цель. В противном случае, в конечном итоге, это не будет работать для нас. И сонастроенность внешней цели с внутренней называется пробужденным действием. И это пробужденное действие — это следующая ступень к эволюции сознания на планете. Есть 3 состояния пробужденного действия: принятие, наслаждение, энтузиазм. На странице 295 вы пишете: «Каждое состояние представляет определенную частоту вибраций сознания. Вам следует быть бдительными, чтобы убедиться, что одно из них всегда оперирует, когда вы заняты чем бы то ни было». Люди — вот ключ. От самой простой задачи до самой сложной. Если вы не находите себя в состоянии либо принятия, либо наслаждения, либо энтузиазма, присмотритесь получше, и вы увидите, что создаете страдания для себя и других. Поговорим о каждом из этих состояний. Вы коснулись их немного ранее, когда говорили с Кипи. Я думаю, о принятии мы говорили. Нет, наверное, это было с Бет. Что принятие не означает смирение. Это означает: я принимаю этот момент таким, каков он есть. Да. Итак, когда вы делаете что-то, вы очень удивитесь, если осознаете это и понаблюдаете за людьми вокруг вас. Сколько людей находятся в постоянном состоянии дисгармонии, потому что не способны быть либо в принятии, либо в наслаждении, либо испытывать энтузиазм от того, что они делают. Вы используете в книге пример о смене колеса, теперь вам нужно наслаждаться заменой колеса. Вы уже достигнете другого сознания, когда вы наслаждаетесь заменой колеса. Да, какого, я уверена, вы достигли. Вы, может быть, даже смените его с энтузиазмом. Я дам вам знать, когда это случится. Хорошо, итак, вам не нужно наслаждаться, меняя колесо, но как минимум следует принять, что колесо спустило. Вы испытаете гораздо лучший опыт, чем проклиная тот факт, что колесо спущено, то, что и делают большинство людей. Да, первое, что все делают, когда понимают, что колесо спущено, говорят: «Вот черт, колесо спустило». Да, не может быть. Это особенно нравится, если произошло ночью в холод и под проливным дождем. Точно, ситуация никогда не бывает подходящей. Нет. Тогда вопрос в том, чтобы проверить внутри себя и увидеть, каково ваше внутреннее состояние сознания, которое вы привносите в это действие, что бы вы ни делали. Каково внутреннее состояние сознания, в каком
состоянии я нахожусь, и зачастую вы обнаружите, что вы в состоянии отрицания настоящего момента. Хорошо, то есть вы говорите принятие, вы только что объясняли бэд, это сказать то, что есть, есть. И если это то, что я должен делать в этот момент, то я также могу делать это без сопротивления. И это то же самое, что и спущенное колесо, или, как моя подруга Кимберли говорила ранее с девушкой, ее начальником, да, у меня неприятный начальник. Да, это то, что есть. Да, я не могу изменить это. Тогда я выясню, как с этим жить. Да. И принятие в действительности применимо только к настоящему моменту. Если начальник сидит здесь и что-то говорит в этот самый момент. Да. В этот момент способен ли я принять это? Приношу ли я в эту ситуацию принятие? Точно. Теперь мы более подробно поговорим о том, когда вы выполняете какое-либо действие. Да. И вопрос в том, какая энергия вливается в действие. Точно, вот в чем вопрос. Присутствует ли энергия отрицания или негативности? И когда вы разовьете немного чувствительности, вы сможете очень легко сказать, наблюдая за людьми, заражена ли энергия, вливающаяся в их действие, негативностью, или в действие вливается присутствие и сознание. Да, абсолютно качественная разница, огромна. Я упоминала официанта в качестве примера, как он ставит тарелку на стол. Он просто делает свою работу, потому что хочет побыстрее убраться отсюда, он зарабатывает себе на жизнь, или же он почитает этот момент. И почитая этот момент, он почитает вас, он почитает жизнь. И что-то вливается в простое движение, поставить тарелку на стол. Это всего лишь простой пример. Да. Но это также изменяет окружающую среду вокруг него. Да, у меня был такой опыт в эти выходные. Мне нужно было пойти в одно место, кое-что сделать, и я была очень расстроена, потому что я не позаботилась о своем расписании, и так мне нужно было лететь в Нью-Йорк, и тогда мой день начинался в 8 утра. Я очень расстроилась, что не дала себе больше времени, потому что я уже вымоталась. И я поняла, что мне нужно изменить мое поведение, изменить частоту. В противном случае это бы повлияло на результат абсолютно всего, что я делала в этом дне. Если бы я не смогла изменить собственное восприятие этого дня. Итак, я буквально пошла и села сама собой в гардеробной до тех пор, пока не изменила мое отношение. Я должна принять тот факт, что я не позаботилась о себе, я не подготовилась лучше. Теперь мое расписание переполнено. Такова ситуация. Как я могу двигаться дальше и сделать все наилучшим образом? Да, потому что я злилась все больше и больше. И, знаете, начала искать виноватых. Да, и если бы вы не сделали этого, то энергия... Я поняла, что я бы испортила весь день. Да. И все, с кем бы я встретилась, почувствовали бы это. И все, что вы бы делали в том дне, не было бы поистине успешным, поскольку успех зависит от того, какая энергия вливается в то, что мы делаем. Хорошо, и вы также влияете на всех остальных. Вот почему вам следует изменить состояние. Если вы не принимаете, не наслаждаетесь и не испытываете энтузиазма, вам следует остановиться, чем бы вы ни занимались, и работать над тем, чтобы изменить ваше настроение или вообще этого не делать. Да, или принять то, что вы делаете, что и есть самое первое, что следует сделать, или не делать этого вообще. Уберите себя, перестаньте это делать, только не вносите свой вклад в негативную энергию страданий в этом мире. Я знаю, но многие люди скажут, я уверена, сейчас слушают и говорят, но я вынужден делать это, я должен, у меня ответственность, я должен делать это, но я не хочу этого делать. Тогда знайте, что ваш выбор в том, чтобы создавать страдания для себя и других. И когда вы знаете, что это ваш выбор, все может измениться, потому что создание несчастья для себя и причинение страданий другим требует, чтобы вы были бессознательны. Да. Но когда вы осознаете этот процесс и поймете в этот момент, сопротивляясь тому, что я делаю, я создаю страдания для себя. Да. И, возможно, для окружающих меня людей тоже. Хорошо. Причина, по которой вы опять приходите к принятию, это энергия, которую вы вносите в это. Да, да. И следующее состояние для пробуждения — это наслаждение. Да. Это уровнем выше принятия. Это другая частота, частота вибраций, да, частота вибраций. Потому что все, что нас окружает, это частота вибраций, да. Люди вкладывают энергию во все, что они делают. Да, хорошо. Теперь наслаждение — это более высокая частота.
Некоторые вещи, конечно, проще делать в состоянии наслаждения. Можно даже сказать, мы делаем их естественно в этом состоянии. Это то, что нам нравится делать. Да, вот, мне нравится цитата Экхарта на странице 297. Вы говорите, на Новой земле наслаждение заменит желание как мотивирующая сила, стоящая за действиями людей. Да, когда же это произойдет? Ну, это до июля еще нет, я думаю. Ну, не в коллективных масштабах, но индивидуально это может происходить уже сейчас. Когда мы делаем что-то, потому что мы наслаждаемся этим, да, а не потому что хотим еще, еще и еще. Да, потому что столько людей писали нам на протяжении этого занятия, на доске сообщений, по имейлу. Когда вы приобретаете новые вещи, хотите еще больше, еще, и это опустошает вас. Да, наполнять, попытка наполнить свою жизнь вещами в конечном итоге опустошит вас, и вы почувствуете себя совершенно нереализованными. Ни с чем, да. Желание обычно исходит из эгоистического состояния нужды или недостатка, в котором вы будете находиться всегда, если эго доминирует в вашей жизни. Итак, мне нужно это, чтобы реализовать себя. Чтобы найти удовлетворение, мне нужно достичь чего-то, чтобы полноценно стать собой. Это лежащее в основе ошибочное предположение. Да, желание. И это и есть старая энергия желания. И вы идете за этим и входите в состояние сильного стресса, потому что пытаетесь достичь этого. Да, всегда пытайтесь уйти из этого момента, потому что следующий момент обещает большую реализацию. Это так. Следующий момент никогда не придет. Когда он придет, это будет опять сейчас, место, из которого вы хотите уйти. Это совершенно безумие, но это считается нормально. Хорошо. Тогда нужно попасть в пространство, где мы можем наслаждаться всем, потому что нам дает наслаждение? Наслаждение наполняет огромной силой то, что вы делаете. Оно вливается в то, что вы делаете. И это начало творчества, исходящего из этого. Когда творческая сила Вселенной начинает осознавать саму себя, это проявляется как радость. Вам не нужно ждать, чтобы в вашу жизнь вошло что-то, имеющее смысл, чтобы вы, наконец, начали наслаждаться своим занятием. В радости гораздо больше смысла, чем вы можете себе представить. Синдром ожидания, что жизнь вот-вот начнется, является одним из самых распространенных заблуждений бессознательного состояния. Это важно, поскольку многие люди пойманы в ловушку этого заблуждения. Они ждут, когда что-то придет в их жизнь, что наконец-то принесет им радость или ощущение жизненности. Хорошо, мне очень понравилось на странице 298 для всех. Радость не приходит из того, что вы делаете. Она приходит в то, что вы делаете, и тем самым в этот мир из глубины вас. Ошибка восприятия, будто радость исходит из того, что вы делаете нормально, и она тоже представляет опасность, потому что создается убеждение, будто радость — это нечто такое, что можно извлечь из чего-то другого, например, из действия или вещи. Разве люди не делают то, что приносит им радость? Это только так выглядит, но это тот же самый процесс, о котором мы говорили ранее, когда говорили о проявлении вовне того, что внутри. Радость здесь. Она исходит из полноты жизни, которую вы уже ощущаете, в вас в этот момент. Хорошо, например, я действительно наслаждаюсь делать вебкасты. Да. Я действительно наслаждаюсь. И откуда идет наслаждение? Изнутри вас. Оно не исходит из этого стола, или света, или камер, или даже... Разве это не исходит из сообщества людей, присоединившихся к нам? Я на самом деле наслаждаюсь этим. Но радость-то внутри вас. Она потом уже выходит наружу и достигает каждого. Даже через камеры она может дотянуться до людей и вызвать в них радость. Разве все вы не чувствуете мою радость? Да, но только внутри каждого из них. Это уже их собственная радость. Когда они ощущают вашу радость, они ощущают свою собственную радость, потому что все это одна радость. Значит, они не чувствуют мою радость? Нет, такой вещи, как моя радость, просто нет. Есть одна радость. Правильно, наша радость. Да, можно и так сказать. Да, коллективная радость, да. И вы видите это? Хорошо, это именно то, что я делаю. Ошибка восприятия, будто радость исходит из того, что вы делаете нормально. Она тоже представляет опасность, потому что создает убеждение, будто радость — это нечто такое, что можно извлечь из чего-то другого. А потом вы смотрите в мир, надеясь, что мир принесет вам радость и счастье. Но мир не может этого сделать. Вот почему многие люди живут в постоянном расстройстве. Вы будете только, потому что мир не дает им того, что, как им кажется, им нужно. Вы будете наслаждаться любым действием, в котором полностью присутствуете. Любое действие, не являющееся средством достижения цели. На самом деле наслаждение приносит не деятельность, а вливающееся в нее глубокое чувство жизненности. Эта жизненность составляет одно целое с тем, кто вы есть. Я поняла это. Все. Я уверен, что многие прикоснулись к этому пространству внутри,
Пока смотрели эти вебкасты, они слушали, как вы говорите, как я говорю, и внезапно ощущали эту интенсивную жизненность внутри. Наслаждение — это то же самое, что и удовольствие? Нет, не одно и то же. И вчера спрашивала себя об этом. Удовольствие исходит из чего-то поверхностного, извне. Хорошо, вы извлекаете удовольствие из чего-то, что вне вас. И я спросила это, потому что вы говорите, это означает, что когда вы наслаждаетесь каким-либо действием, вы на самом деле испытываете радость бытия в своем динамичном аспекте. Поэтому все, что вам нравится делать, соединяет вас с силой, стоящей за всем мирозданием. Я прочла это, понимаете, и подумала, а как насчет людей, которым нравится играть в азартные игры, или... Это все удовольствие. Значит, секс, или садизм, или причинение вреда другим людям. Да, или им нравится... За всем этим не стоит сила мироздания. Нет, мы иногда называем это наслаждением, но в этом нет истинной радости. Хорошо. Быть в зависимости от удовольствия, от чего-то, что подкармливает эго или тело боли. Хорошо, и удовольствие по определению означает удовлетворить меня, угодить. Да, что было бы эго. Да, понятно, да. Понятно. Мы вернемся к нашей учебной группе «Новая земля», которая собирается каждую неделю на протяжении последних 10 недель года в штате Мичиган. Здравствуйте все в Чикаго. У нас тепло сегодня в Чикаго. Разве не прекрасно? Да, я знаю. Люди на пляже, сегодня 20 градусов тепла. Да, можно надевать шорты, 20 градусов у нас. Спасибо большое за ваш энтузиазм и участие. Мы говорили с Шерон в течение наших занятий, кажется, это было второе занятие, и Шерон здесь сейчас. У вас произошли какие-то большие изменения? О да, произошли. Что случилось? Ну, так же, как Экхарта потянуло в Калифорнию написать «Силу момента сейчас», «Силу момента сейчас», я зашла на сайт idealist.org и записалась волонтером, и кто-то с него мне ответил. Из города Гаага в западных Нидерландах. Я чувствую, что должна это сделать. Все сложилось, и меня просто тянуло сделать это. Я получила... У меня был студенческий грант, потому что у меня 2 образования, но... Помимо этого, у меня появились свои деньги, чтобы сделать это. У меня есть поддержка от системы здесь. Вы знаете, я говорила с разными членами этого книжного клуба, и я поняла, Боже, знаете, я действительно хочу это сделать. Без сомнений хочу это делать. И когда я не в пространстве принятия, я пугаюсь и говорю, это не имеет смысла, зачем я это делаю. Я ездила в Голландию на прошлой неделе, нет, 2 недели назад, и через неделю вернулась. И я прошла собеседование с джентльменом, с которым буду работать. Он академик, это неправительственная организация, и я связалась с ними, и сейчас я собираюсь обратно и начала поиск, сейчас нашла квартиру. Я проведу там несколько месяцев, может быть, больше. И поскольку я чувствовала тягу к этому и чувствую, что должна это делать, и теперь все складывается так, что я легко могу позволить себе сделать это. До этого меня сократили, но сейчас все устроилось, уже все устроилось. Да, все устроилось, я в шоке, я совершенно... Когда я осознанно думаю об этом, Опра, я не знаю, это не моя жизнь. Такого раньше никогда не случалось со мной. Но куда бы я ни пошла, я нахожусь в тишине. Кстати, когда выступал Ник из дерева Бодхи, да, я сидела в своей комнате в Голландии и плакала. Целую неделю я не могла воспользоваться своим компьютером, потому что я, конечно же, все использовала в первый день, у меня отключилась батарея. Я пошла вниз, чтобы решить эту проблему. Почему вы плакали, когда выступал Ник? Потому что он говорил то, что я чувствовала. О беспокойстве, о счетах. Ну, знаете, я говорила, мне нужно зарабатывать себе на жизнь. Я думаю, Ник сказал сильную вещь, потому что это затронуло всех в любое время. Последние 2 недели после комментария Ника
когда Экхарт сказал ему о беспокойстве, я подумала, надо же, я могу подумать об этом и выбрать, что-то сделать насчет этого, но мне не надо об этом беспокоиться. Я подумала, это действительно полезно для всех нас. Да, это так, очень полезно. Да, это было сильно. Значит, сейчас вы в этой ситуации, Шерон, не просите, чтобы все наладилось, потому что именно это и будет происходить. И вот что я скажу всем, кто слушает нас сегодня. Вот что происходит, когда вы становитесь осознанными. Вы достаточно осознанны, чтобы увидеть, как все улаживается. Потому что, когда вы двигаетесь бессознательно по жизни, вы не можете даже увидеть, как все устраивается. Вы не способны быть свидетелем этой сонастроенности. И как только вы становитесь более пробужденными, и чем больше вы пробуждаетесь, тем скорее все улаживается. И вы начинаете двигаться с потоком вашей жизни. Вот что волнующее Опра, когда я сижу в тишине, да, я плакала, и я могла посмотреть вебкаст, потому что взяла зарядку кое-кого в отеле. Вот уже была сонастроенность. И она работала. Это снова сработало, и это прекрасно. И вот я сижу на кровати, плачу и думаю, что я делаю со своей жизнью. И я слушаю, что говорит Ник, и начинаю смеяться. Я уверена, меня было слышно в соседних комнатах. И я говорю, надо же, это прекрасно, что интересно, что после того, как вебкаст закончился, я закрыла компьютер, села и сказала, хорошо, я побуду в тишине. И я почувствовала себя странно, словно не заслуживаю этого сейчас. Вот чем это было. И я посидела какое-то время так и сказала, хорошо, я просто побуду с этим, если это то, что я чувствую. Разве это убьет меня, то, что я сейчас плохо себя чувствую? После этого я не спала всю ночь и встречала рассвет, когда восходило солнце, я упаковывала медленно свои вещи, чувствовала радость и чувствовала ее с тех пор, как вернулась, кроме того момента, когда ехала на этот последний вебкаст, потому что я буду очень скучать по всем, и также потому, что я поняла, что отпускаю сейчас нечто, что уже закончилось для меня. Я больше не буду заниматься финансовым делом, я это знаю. Да. Я хотела бы, чтобы все... Спасибо большое, Шерон, за то, что поделились с нами. Мы все очень ценим это. Спасибо. И всем в Бодерс за вашу преданность этой работе и нашим сериям вебкаста. Поаплодируйте себе, Бодерс. Вот все наши друзья в Бодерс. О, можно еще кое-что сказать, Опра? Да, еще одно хочу сказать. Это, кстати, это группа людей. Я их так люблю. Я прихожу сюда, всем говорю, я люблю тебя, это самая лучшая группа. Я беру уроки, некоторые люди здесь преподают, и я беру у них уроки. Я говорю с другими людьми, я столькому научилась, не только о себе, но и о мире, и я чувствую связь со всеми. Это был мой самый лучший опыт. Спасибо большое за это. Великолепно, спасибо еще раз. Спасибо нашим друзьям в Бодерс. Разве не в этом весь смысл, когда мы все становимся более пробужденными, новые возможности начинают потоком вливаться в нашу жизнь таким образом, каким не приходили раньше. И именно это и должно происходить. В своей книге вы говорите о счастливых случайностях. Кажется, вы используете для этого другое слово. Все начинает происходить, все устраивается. Да, да. И вам необходимо быть здесь, чтобы это случилось. Если вас нет, вы должны быть здесь, сейчас, так, чтобы жизнь могла складываться для вас. Нельзя, если вы отрицаете жизнь, отрицая сейчас, жизнь не будет складываться. Это все равно, что закрыть жалюзи, солнце больше не попадает. Да, солнце не против этого, но почему бы не открыть жалюзи и не позволить солнечному свету озарить комнату? Странно то, что когда вы больше не отрицаете настоящий момент, тогда вы не только видите все, что происходит и налаживается, чтобы поддержать вас, но это также означает, что больше нового приходит в вашу жизнь. Совершенно верно, чтобы помочь. Это так. И это прекрасно, когда вы эволюционный импульс Вселенной. Да, да. Поднимается, чтобы встретиться с вами. Да. Вот что происходит. Это не значит, что жизнь больше не бросит вам вызов. Да. Или если вы хотите взять определенный курс действия, хотите попасть отсюда туда, всегда, конечно же, осознавая, что шаг, который вы делаете в этот момент, это самый главный шаг. Вы все еще можете хотеть прийти отсюда туда, но это уменьшает страх. О да, это уменьшает страх, да.
Потому что вы знаете, что вы всегда можете внести ощущение присутствия, каким бы ни был этот момент. Да, и тогда с вами все будет в порядке. Да, правильно. И когда вы встретитесь со сложностью, не сопротивляйтесь ей, но немедленно придите к принятию новой ситуации. Тогда посмотрите, как зачастую ситуация переворачивается и становится даже полезной. Да. Так же, как и мастера боевых искусств всегда используют противодействующую энергию. Они никогда... Мастера боевых искусств никогда не борются против, они используют противодействующую энергию и еще добавляют к ней и выигрывают, не сопротивляясь, но уступая идущей извне энергии. Они знают, как отдать себя этому. Они знают отдаться, да, идущей извне энергии. Да, совершенно верно. Вопрос, который нам все время задают, это сколько лет Экхарту? Сколько вам лет? Этому телу 60 лет. Вау! Почему вы сказали этому телу? Но я не чувствую, что я в этом возрасте. Я имею в виду, если вы заглянете внутрь себя, то никто себя так не чувствует. Только в том случае, если вы отождествились с телом, тогда вы верите, что вы в определенном возрасте. Сознание, которое я есть вечно, сознание, которое вы есть вечно. И я уверен, вы тоже чувствуете это, что внутри вас есть сознание, которое не имеет ничего общего с возрастом или физическим телом. Это так. Вы что-нибудь делаете для поддержания своей кожи? Не, мы должны задать все эти вопросы в конце 10-го занятия, потому что люди пишут нам и говорят: «У Экхарта такая прекрасная кожа. Вы что-то особенное делаете со своей кожей, Экхарт?» Ну, одно признание я должен сделать здесь. Обычно моя кожа в порядке, я доволен своей кожей. Но здесь у нас есть очень хороший визажист, и она сделала что-то с моей кожей перед тем, как я сюда вышел. Неужели? Да, Стелла. Стелла что-то сделала. То есть на вас немного пудры или что-то там еще, не знаю что. Да, нет, ну у вас это так гладко выглядит, но с моей кожей все в порядке, я доволен кожей. Если вы не накапливаете внутри себя много прошлого, то процесс старения немного замедляется. Правда? Скажите это еще раз. Если вы не накапливаете в душе слишком много прошлого, цепляясь за прошлое, отождествляясь с прошлым, извлекая свое ощущение себя из прошлого, не говорите о прошлом, не думаете о прошлом, не несете бремя прошлого. Но если вы можете отпустить прошлое и сфокусироваться главным образом на настоящем моменте, тогда процесс старения, я думаю, и я видел это в некоторых людях, которые присутствуют, то процесс старения тела действительно значительно замедляется. Итак, 60 лет. Да, вашему телу 60 лет. Вы не выглядите на свой возраст, и вы ничего не делаете с волосами, не красите. Нет, не красите. Хорошо. Не колите ботокс. Хорошо. Было бы немного разочаровывающе узнать, что Экхарт, господин без эго, колет ботокс. А что это такое? Что такое ботокс? Забудьте об этом. Это слишком сложно объяснить. Что это такое? Я даже не могу сказать, что это. И мы переходим к Денис, которая у нас на скайпе из Сиэтла, штат Вашингтон. У Денис есть вопрос, который также задавали многие наши зрители. Слушаем вас, Денис. Здравствуйте, Опра, Экхарт. Здравствуйте. Когда я иду спать и чувствую сознание, я осознанно, тогда почему у меня начинают сниться кошмары и оперирует ли мое эго в то время, когда я сплю? Хороший вопрос. Некоторые сны — это сны переработки того, что не было полностью завершено в течение дня. То есть многие сны — это перерабатывающие сны. И потом есть другие сны, которые несут в себе совсем другую энергию, что может оказаться телом боли, которое пришло в сон. Эго может прийти в сон, потому что обычно во сне вы не осознаете, что видите сон. За исключением особых обстоятельств, возможно. Я не знаю, бывает ли, что вы осознаете во сне, что вы видите сон. Такое бывает? Я не помню. Нет, вероятно, нет. Итак, иногда вполне возможно для тела боли проникнуть в сон. И персонаж, который вы представляете в своем сне, вероятнее всего, аспект вашего эго. Во сне вы, конечно же, совершенно отождествлены с тем, что там происходит. И поэтому я и задал вам этот вопрос. Во сне отсутствует осознанное пространство, в котором вы осознаны, что вы персонаж во сне.
И обычно вы можете быть осознанны в вашей ежедневной жизни здесь. В этом вся суть, чтобы жить так, чтобы в вашей жизни было это измерение. На заднем плане вашей жизни всегда есть осознанное присутствие, из которого вы осознаете все, что делаете, и все, что говорит ваш разум. Во сне этого нет. Во сне уровень осознанности отсутствует. Осознанность, если только вы неосознаны во сне. То есть я вижу сон, и я осознаю, что вижу сон, да. И я могу сказать, я могу видеть сон и говорить, «О, я сейчас вижу этот сон», да. И если это не тот сон, в котором я хотела бы быть, я могла бы сказать, «Я хочу выбраться отсюда». Было бы неплохо, да. Или вы могли бы сказать во сне, «Хорошо, это всего лишь сон, я могу делать что угодно». Да, я могу делать что угодно, я могу летать сейчас. Но вы не делаете этого во сне, не так ли? Итак, вопрос в том, являются ли сны вашим эго. Иногда нет. Не говорили ли вы так же, в смысле, вы говорили это в книге, что иногда во сне мы возвращаемся к источнику. Да. Да. Там я говорю о сне, в котором вы не видите снов. Потому что, как вы знаете, когда вы спите, вы входите в фазу сна, да, из которой вы периодически выходите, и затем время от времени вы входите в фазу глубокого сна, когда вы не видите снов. Да, вы говорите на странице 282, я уже зачитывала это ранее, когда каждую ночь, не подозревая об этом, вы возвращаетесь к непроявленному источнику всей жизни, когда вы входите в фазу глубокого сна без сновидений, а затем просыпаетесь утром свежими и с новыми силами. Итак, мы возвращаемся обратно к источнику энергии здесь. Да, это помогает. Перед тем, как вы идете спать, это может помочь, скажем, последние 20 минут или около того. Вы не смотрите новости на ночь. Нет, я читаю «Новую землю». Хорошо. Я чувствую, что это хорошо, но даже это я бы отложил за несколько минут до того, как вы собираетесь заснуть, так, чтобы у вас было скорее пространство, нежели чем слова. И некоторые слова могут действительно помочь вам соединиться с пространством. Но потом приходит время, вы откладываете книгу, и самый лучший, самый могущественный, самый полезный способ уснуть — это лежа прямо на спине, с вытянутыми руками, фокусируя внимание на внутреннем энергетическом поле вашего тела и ощущать жизненность во всем теле от головы до пят. Просканируйте тело вниманием несколько раз и ощутите энергетическое поле вашего тела целиком, как единое энергетическое поле. И это прекрасно. Да, это мне очень помогло. С тех пор, как вы сказали это 3 занятия назад, помогло мне гораздо лучше спать. Что Экхарт хочет выделить здесь для вас, Денис, я думаю, быть более присутствующей в каждый момент дня с тем, что происходит в вашей жизни, что позволит вам не заниматься во сне тем, чем вы не смогли заняться днем. Потому что сны зачастую проявление вашего подсознания, которое пытается сделать что-то, с чем вы полноценно не справились в течение дня. И опять ответ в том, чтобы присутствовать с тем, чтобы не происходило. Делать то, что должно быть сделано в этом моменте, чтобы это не всплыло позже в вашем сне. Я делаю именно это. Я не смотрю телевизор, потому что я уже на телевидении, так же, как у детей сапожника, как правило, нет сапогов. Но если мне довелось остаться в комнате, я вхожу в комнату, в которой включен телевизор, и там показывают что-то неприятное, вместо того, чтобы переключить это или попытаться отрицать то, что я видела, я буквально впитываю это. Я принимаю то, что видела, и справляюсь с этим в своем уме так, что это не снится мне позже в моих снах и не мешает мне и не пугает меня. Я пытаюсь справиться с тем, что мне мешает еще тогда, когда это происходит, так, чтобы мне не пришлось обрабатывать это позже во сне, понимаете? Да, это хорошо, очень хорошо. Да, я надеюсь, это поможет. О, да, конечно, спасибо. Спасибо. Потому что, да, сны — это все непроявленное, с чем мы не справились. Да, да. Время от времени случается, что может быть более глубокий сон. Это более редкая тенденция, когда внезапное озарение может проявиться во сне, чего не случалось с вами раньше. Внезапное сознание или появился какой-то образ из сна, имеющий символическое значение в вашей жизни и говорит вам о чем-то. Такое тоже может быть, и это прекрасно, когда такое случается. Мы переходим к 3-му состоянию, когда мы говорили о принятии, да. Если вы не можете принять, наслаждаться или испытывать энтузиазм, о котором ранее говорила Киппи из Токио, это высшая вибрация.
состояние для пробуждения. Когда бы вы не испытывали энтузиазм, нечто еще вступает в игру, создается энергетическое поле, более величественное, чем вы. Да, это в особенности, это энергия творческого свойства, энергия созидания, которая приносит что-то в этот мир. Я бы не сказал, что это обязательно более высокая частота, да. Но это более могущественная частота, потому что это движение вовне, которое, тем не менее, связано с источником. Да, и снова мы возвращаемся к тому, что этот энтузиазм — это не просто бурный внешний энтузиазм, но энтузиазм, рожденный из духа, энтузиазм, рожденный из сознания. Да, мы говорим не просто о том, чтобы пойти на биржу и кричать, болеть за свою команду. Нет, это перевозбуждение. Иногда эго ищет состояние перевозбуждения в качестве замены бытию, да. Когда вы не связаны с бытием, тогда эго ищет этому замену. И перевозбуждение — это одна из них. Перевозбуждение может быть найдено иногда через средства массовой информации или фильмы с насилием, через что угодно. Итак, принятие, нет ясных разделяющих границ между этими тремя состояниями. Бывает, что принятие внезапно превращается в наслаждение, а потом наслаждение в энтузиазм, да. Тогда, если, скажем, вы делали что-то, что ранее вызывало у вас возмущение, и внезапно вы способны обнаружить, хорошо, это возмущение, отрицание внутри меня, посмотрим, могу ли я принять это. Я вынужден сделать это прямо сейчас. И вы внезапно привносите в это действие принятие. Как только вы это сделали, вы действительно начинаете наслаждаться тем, что делаете. Да, это абсолютная правда. Это у меня было то, что я уже говорила вам в эти выходные, и сначала я негодовала по этому поводу. Я пошла и села в гардеробной сама с собой, чтобы быть способной изменить свою позицию. Я решила, что приму это, и в процессе принятия я решила, что буду присутствовать на 100%, и посмотрим, что будет. Если бы я была на 100, и это было то, на чем я сконцентрировалась, быть на 100% присутствующей, и я начала выбираться из этой ситуации. Да. Мы снова на скайпе с нашей учебной группой, которая собралась в книжном магазине «Дерево Бодхи» в Западном Голливуде. Здравствуйте все. Здравствуйте, Опра. Здравствуйте все, и Ник. Вон там я вижу Ника. Хорошо, кто у нас у микрофона? Татьяна? Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. У вас есть вопрос? Задавайте. Да, есть, хорошо. Это принятие. Экхарт говорит, что принятие выглядит как пассивное состояние. И у меня с этим большие проблемы, потому что иногда я чувствую, что принимаю то, что есть все больше и больше в моей жизни, но иногда я чувствую, что должна занять активную позицию и что-то сделать. Но в то же время я знаю, что нужно сделать шаг назад, быть осознанной и быть в моменте сейчас. И это создает еще больше напряжения, словно я не понимаю чего-то и все делаю не так. И порой я чувствую себя неудачницей. Я чувствую, что у меня не получается. Как мне избавиться от этого, от этой вины из-за того, что я должна знать лучше? Это уже дополнительный вопрос. Это еще один вопрос. Первый был, извините. Хорошо, разберемся с первой частью. Первой частью было, что когда вы верите, что вы в состоянии принятия, вы больше не очень продуктивны, что вы не можете больше эффективно действовать. В это вы верите? Совершенно верно. Это не так. Это неверное мнение о том, что значит принятие. Поэтому мы говорим о том, чтобы привнести принятие в то, что вы делаете. Так что принятие неразделимо с действием. Принятие, чтобы оно было истинным принятием, должно вливаться в то, что вы делаете, вместо того, чтобы уводить вас от действия и говорить: «Хорошо, я ничего не могу поделать». В некоторых случаях, конечно, бывают ситуации, где вы ничего не можете сделать. И в этом случае вы просто принимаете тот факт, что в этот момент я ничего не могу сделать. В других ситуациях вы можете кое-что сделать, где сама ситуация требует от вас действия. Если вы искренне отвечаете на ситуацию в настоящий момент, то она требует от вас предпринять действие, сделать что-то. И с чем вы можете экспериментировать в моменте сейчас, с сегодняшнего дня, это наблюдать, можете ли вы ощутить это энергетическое поле принятия и действовать из него.
так, чтобы действие не исходило из внутреннего сопротивления или нужды, или отрицания, или злости. Оно исходит из более умиротворенного состояния, и тогда вы испытаете, насколько могущественно в действительности может быть ваше действие. Да, вы поняли это, Татьяна? Да, поняла. Принятие вливается в действие. Я думаю, что все, кто не понимает, думают, что принятие означает, что я говорю, этот момент и так хороший, и я должен жить с ним и ничего не делать по этому поводу, и быть пассивным. Он говорит, вы должны сначала на одном из предыдущих занятий вы использовали пример, как машина застряла в грязи, забуксовала колесами в грязи. Да, или вы, я застрял в грязи, скажем, я где-то шел и внезапно вляпался в грязь по самые колени. Застряли в грязи до самых колен, да. Вы сначала должны принять, что вы застряли по колено в грязи, нельзя проклинать тот факт, что вы застряли по колено в грязи, нельзя отрицать этот факт. Это энергия, которую вы тратите на нежелание быть застрявшим в грязи, вы тратите впустую. И вы увязнете еще глубже, если будете барахтаться. Еще больше увязнете. Вы должны принять это и позволить принятию этого факта влиться в то, что я теперь могу сделать, чтобы выбраться отсюда. Да, и это теперь что я буду делать? Это состояние бдительного внимания, да. Это высокие частоты, это состояние приходит... Хорошо, вы почти что слушаете. Это не восприятие на слух, я просто использую эту аналогию слушания. Это состояние бдительного внимания. Что я теперь должен делать? И внезапно хорошо, есть момент пространства, где вы не знаете, и затем из этого состояния спонтанно возникает действие, или у вас появляется мысль, которая говорит вам, что делать. И это будет могущественное действие. И это стоит практиковать сначала на мелочах, возможно. Практикуйтесь на том, что вам не нравится делать обычно, на том, во что вы вносите немного сопротивления. Даже простейшие вещи, может быть, вам не нравится ходить в супермаркет или ездить на работу и так далее. Принимать то, что есть. Принимать то, что есть. Это то, что означает принятие. Я принимаю то, что есть в этот момент, и сейчас я буду решать, что делать, чтобы изменить его. Да, но я не буду отрицать этот момент или желать, чтобы он был другим. И я не буду чувствовать вину, да? И вы не будете чувствовать вину, Татьяна. Теперь, да, теперь мы подошли ко второй части вопроса, или ко второму вопросу, который в том, что ваш разум говорит вам нечто вроде того, что вы недостаточно хороши. Да, что я делаю все не так. Да. Все так, сейчас вы знаете, что делать, и не верьте своему разуму, когда он говорит вам, что вы не можете этого сделать, что вы ни на что не годитесь. Такие мысли разум зачастую выдает, особенно когда люди стараются быть присутствующими или стать тишиной. Разум скажет: нет, только не сейчас. У меня столько всего в голове. Мне надо о стольком подумать. Я не могу сейчас этого делать. Не сейчас, наверняка не сейчас. Может быть, завтра. Я попробую снова. Да, это со мной происходит все время. Разум всегда найдет причины, по которым вы не можете присутствовать сейчас. Потому что разуму не нравится присутствие, ведь это конец разума. Да. Татьяна и все в дереве Бодхи, спасибо большое. Ник, вы видите, какое могущественное влияние вы оказываете из-за того, что вы беспокоитесь о ваших счетах. Ник беспокоится о своих счетах, а Шерон плачет в своей комнате в отеле из-за того, что Ник беспокоится о его счетах. Невероятно. Все в дереве Бодхи, спасибо большое за то, что собирались вместе и слушали нас. Спасибо. Наши друзья в Бодхи. Спасибо нашим друзьям в Бодхи. Спасибо большое, Татьяна. Итак, вы думаете, за эти 10 недель мы эволюционировали? Я помню, у кого-то на прошлой неделе были проблемы со словом «эволюция». Но не кажется ли вам, что за эти последние недели это новое сообщество, новый клан читателей Новой Земли, что мы эволюционировали на более высокий уровень сознания, новый способ бытия в мире? Да, кажется, чтобы создать новую Землю. Да, мне кажется, что для многих это стало открытием. И теперь внезапно новое измерение вошло в их жизни. И раз оно уже пришло, то назад пути нет. Оно может быть затуманено на какое-то время, если вы снова отождествите с разумом или с телом боли. Потому что разве вы не должны все время работать над этим? Это помогает. Даже если вы не работаете над этим, оно все равно здесь, и в конечном итоге что-то случится в вашей жизни, что снова приведет вас в соединенность с этим. Возможно, это будет кризис. Но я рекомендую не дожидаться, пока в вашей жизни наступит кризис, который вынудит вас снова стать присутствующими.
Но выбирайте присутствие так часто, как это возможно в вашей ежедневной жизни. Выбирайте настоящий момент. Самый главный вопрос — всегда проверяйте внутри, каковы мои отношения с настоящим моментом. Это главный вопрос. Каковы мои отношения с настоящим моментом? Они дружественны или дисфункциональны? И ответ скажет вам обо всем. Если они дисфункциональны, то это проявится в будущем. Если они дружественные, открытые, вы в состоянии приятия, тогда это тоже проявится в так называемом будущем. Вот так просто. У вас когда-нибудь бывают проблемы, Экхарт? У вас есть проблемы? Нет, я не создаю себе проблем. Сложности всегда возникают. Не может быть, жизнь всегда бросит вам вызов так или иначе, и это хорошо. Но нет необходимости превращать эти вызовы в жизни в проблемы жизни, ментально воплощаясь в них. Если вы не можете предпринять никакого действия в этот момент, чтобы изменить свое отношение к чему-то в голове, именно из этого приходит беспокойство по отношению. Беспокойство — это создание проблем. Это мысленное создание проблем. И у меня нет проблем не потому, что жизнь не бросает мне вызов, поскольку независимо от того, какого состояния сознания вы достигли в своей жизни, какие-то сложности всегда будут возникать. Да, жизнь состоит из этого. Мир здесь не для того, чтобы сделать вас осознанными. Извините, мир здесь не для того, чтобы сделать вас счастливыми, да, он здесь для того, чтобы сделать вас осознанными. Осознанными, да, и когда вы привносите сознание в свою жизнь, это для всех тех, кто испытывал конфликты на протяжении последних недель по поводу своих религиозных убеждений. Когда вы приносите сознание в свою жизнь, то, что вы говорите, это о том, что вы позволяете Духу, который есть Бог, проходить через вас и быть превосходящей силой в вашей жизни, не так ли? Да, да. Да, больше нет маленького «я». Это не маленький «я». Да, вы соединяетесь с более великим источником, источником всего. Да, и позвольте этому пройти через вас, и затем таким образом, например, творчество приходит в вашу жизнь. Истинное творчество может прийти только, когда вы позволите этому измерению войти в вашу жизнь. Так что источник, энергия проявляется через вас, и творчество может начаться с мелочи, как даже маленькая оригинальная мысль или новый способ увидеть что-то. Это уже знак творчества. Но самое главное — это признание того, что когда вы можете осознавать сознание, когда вы достигаете этого присутствия, то есть сознания или духа высшей силы, или божественного духа в своей жизни, и позволяете этому руководить вами, тогда все придет к вам, как и было предназначено. Да, да, таким образом вы создаете поток. Да, это входящий поток. Да, и вот вы говорите, что новые виды появляются на планете. Они появляются сейчас, и мы — это они. Да, да. Огромные изменения в сознании происходят. Это почти что, и поэтому я использую это выражение, это почти что как если бы мы перерождались в новый вид, впервые в истории, в осознанные виды. Это почти что как если бы человечество начало пробуждаться только сейчас. Да. Вы не могли бы поделиться с остальной аудиторией в конце этого? Прямо перед тем, как мы начали это занятие, я благодарила весь наш состав, людей, которые сделали это возможным, сайт opra.com, все, кто так много работал над opra.com эти последние 10 недель, персонал нашего книжного клуба, всех продюсеров, мы благодарили всех. И Экхарда, и за мои книги. Посмотрите на состояние моей книги. И Экхарт представил мне новую копию «Новой земли» в кожаной обложке. Не могли бы вы поделиться тем, что написали в моей книге? Я написал маленькое стихотворение, которое я также цитировал в 10 главе персидского поэта Хафиса, которое начинается словами «Я — отверстие флейты, через которое проходит дыхание Христа». Услышьте эту музыку. Такие стихи. «Я — отверстие флейты, я не флейта. Я — отверстие флейты, через которое проходит дыхание Христа, дыхание Бога. Услышьте эту музыку». Я написал эти маленькие стихи и сказал Опре, что она прекрасная
отверстие для энергии, которая движется через нее, и весь мир слушает эту музыку. Спасибо, что даете мне возможность для этого. Спасибо вам за этот прекрасный шедевр, что вы подарили нам через ваши слова, и очевидно, что вы тоже являетесь этим отверстием, через которое проходит дыхание Христа, дыхание Бога, дыхание всей энергии и мироздания проходит через вас, потому что вы написали такую книгу. В то время как я перечитывала книгу снова и снова, теперь уже в 4-й раз, я удивляюсь вашей способности сложить все это вместе таким образом, что это соединяет, это соединило, это едино со мной и со всеми вами, со всем миром. Спасибо за этот опыт. Спасибо вам и всем остальным, конечно, в сущности, вы открытый канал для того, чтобы это измерение могло прийти в этот мир. Да, и все, что мы делаем, то, что творческое, успешное или хорошее, приходит из этого источника, проходящего через нас. Да, это не наше действие, нет, но более великое действие сознания. Что ж, я благодарю вас, что вы были частью этого по-настоящему великолепного путешествия. Это была часть моего, как я знаю, жизненного зова, быть отверстием, в которое все это проходит. Я особо хочу поблагодарить вас, что вы с Ким приезжали в Чикаго на протяжении этих последних 10 недель, каждую неделю, чтобы поделиться новой землей со всеми нами. Как я уже говорила ранее, я действительно советовала бы вам, чтобы эта книга стала вашим летним чтивом. И если она вам понравилась, то передайте ее другим. Нет большего дара, чем поделиться чем-то прекрасным. Поэтому я хотела разделить это со всеми вами. Нет большего дара, чем поделиться этим с тем, кого вы любите, и видеть также пробуждение, преобразование в их жизнях с помощью слов, которые указывают вам на направление опыта пробуждения. Итак, вы все сможете начинать пересматривать заново наши вебкасты этим летом. Присоединяйтесь ко мне в следующий понедельник, 12 мая, для начала вебкаста в серии души. Столько людей сказали, теперь что нам делать? Здесь, на opra.com, я буду говорить с доктором Джилл Болти Тейлор. Она нейроанатом по изучению мозга, перенесшая катастрофический инсульт, и она испытала многое из того, что мы обсуждали на вебкастах Новой Земли. Наши серии души будут продолжаться все лето с духовными мыслителями и авторами во всех сферах жизни, так что я надеюсь, что вы сохраните свободное время понедельника для opra.com. Сегодняшнее занятие будет доступно завтра по запросу бесплатно здесь на opra.com. Если вы захотите скачать или посмотреть любые из наших занятий, вы также можете это сделать завтра на opra.com или iTunes. Это бесплатно из-за щедрой поддержки Nature витаминов в жидких капсулах. Что мы будем делать в следующий понедельник? Еще один способ, которым люди могут соединяться с этой энергией, может быть, один из них — это, конечно, перечитывать книгу. Не обязательно сначала, просто открывать на каком-то месте после прочтения, просматривать все, что вы подчеркнули, да. Да, и также я дал много семинаров и лекций на моем сайте, люди смогут найти их. Просто прослушайте семинар 2-3 часа. Семинары могут вернуть вас обратно в единство с присутствием. Да, и вы всегда можете скачать наш вебкаст. Да. И мы вернемся осенью. Я не скажу, что мы будем делать. Правильно, не скажу, это только начало. Что ж, спасибо всем. И еще раз, как сказал Ганди, выйдем же все в мир и будем тем изменением, которые мы хотим увидеть. Да, спасибо. Великолепно.